Всем привет. Начинаем стрим, день 14. Итак. Так, значит, мы там натворили порнографии всякой, да ее исправить. Ну так, на скорую руку лишь бы работало. И вот сейчас вот это лишь бы работало, надо исправить. Потому что так дела не делаются. Итак, что это, о чем это речь? Это вот убрать. Пока что вот так вот. О, ты уже сразу начал. Приветствую, да, Дракл. Первый код засчитан. Здоров, как делы? Здоров, делай хорошо. Пока делай хорошо. Там посмотрим. Да, веди логи. Один. Фишер. Логи надо вести. Где мы эту порнографию творили с перебором бесконечным в ГСе? GC. Да, вот тут вот. Enemies empty. Вот это вот все нужно как-то что-то как-то сделать, короче. Блин, а тут ничего и не сделаешь. Так-то. А так-то ничего и не сделаешь. А тут разве не TPR должен быть? TPR. TPR fname bool. Bool вот так вот, да? Вот. Это мне больше нравится. Вместо аута. Next wave flags. И 2 раза перебирать. А как иначе-то? У нас точно там нет никаких этих. У нас есть find. То есть первый раз мы должны найти именно этого овнера. Я понимаю, что там их 2. Я прекрасно понимаю, что там их 2. Даже если мы до 4 увеличим, это вообще ни о чем. Это все, ну, это не занимает, это вообще ничего не занимает. Это моментально все происходит. Это понятно все. А с учетом того, что у нас их 2, это все фигня, понятно. Но А как сделать по-другому? Вот мы назначили у этого типа true или не true. Назначили find. Потом мы перебираем всех, true или не true. Вот эту часть можно перенести сюда. То есть не через contains find делать, а через этот сделать. То есть он ищет его, назначает ему true. Если он назначил ему true, потом он узнает вот это value. Если ловит false, то как бы он здесь пометку ставит true. Вот, кстати, хорошая история. Здесь мы break не делаем. Смотри, что делается. Вот этот item получается item.value. Value equal true. Но тут true, приветствую. Вот этот вот, если вот точка k, if точка k equal owner name. Если он owner name, то он дает value true. Ну, дальше можно было, конечно, continue поставить, чтобы здесь сюда даже проверку не делал. Давайте вообще супер сэкономим этот самый, как его, ресурсы наши, чтобы я твою душу любил.
Return. Return, вот так вот. По return, continue. Return. Continue. Соответственно, вот эта часть нам не нужна. Это мы не делаем. Вот. Таким образом, у нас один, он сразу проверяет как бы то, что true, и то, что false. То есть, если он первого словит, допустим, первый игрок всех добил, он ему назначит true, то здесь ничего не произойдет. Он пойдет на второго, второй еще не добил, как бы false пошел. Вот. False пошел, соответственно, переворот. True, значит return. Все как бы есть. Потом, если он нашел его, то зачем нам вот это вот дальше? Дальше проверки нам надо делать. Знаете почему? Что нам назначить надо. Это вот если бы мы первую оставили, тогда вот тут этого не было смысла. Можно было бы сразу return делать. Нам не нужен был бы этот bull. А в данном случае нам надо это оставить, что надо назначить. Соответственно, вот это вот имеет смысл. Вот как, вот как. Потом старт-таймер. Теперь как вот это вот сделать. То есть он его весь обнулит. Но он его весь обнулит только в том случае, если, если вот это вот будет пройдено. То есть никто не false. Ну а как его обнулить, кроме того, что по всем пройтись, правильно? Никак. То есть это единственное, вот то, что мы сейчас сделали, это вот optimization. Это единственный. Опять же, там всего их 2. Пусть даже 10. Даже 10 это тоже ни о чем. Даже 10 это тоже ни о чем. Есть чек. Флаг. Флагс. А ну-ка, чисто ламерской какой-то такой нет. Типа set all reset есть, но это он все очистит. But... Да, это немножко не то. Окей, я просто думал, может там есть какая-то ламерская какая-нибудь типа set all new value, типа такого что-то. Ну, я понимаю, что там под капотом то же самое будет происходить, зато не так страшно выглядит. Ну, окей. Вот она пошла жара. Как дела? Как успехи? Да, пошла жара. Дела хорошо, успехи тоже хорошо. У тебя как дела, как успехи? Так. Значит, мы поставили... Все, короче, мы сделали здесь. Все, меня устраивает пока что. Все тоже хорошо. Приятной разработки. Спасибо. И это хорошо, если все хорошо тоже. То есть он у нас здесь волны отсчитывает, учитывает. Что мы дальше хотели делать? Шел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, старт. Я уже не могу поставить башенки, все, мы проиграли. Что-то забыл, что башенки надо ставить. Ну, типа, пока пробел идет. Ну, в смысле, время. Прям вместе поставил. Плохо. Ну, ладно. Пиу-пиу. Пиу-пиу. Но у нас скорость еще не подсчитывает. Можно сейчас займемся формулой именно скорости, формулой, короче, параметров. Чтобы у них ХП возрастали в зависимости от этого. Скорость росла в зависимости от волны. Денежек сколько они дают. Каждый там 5 волн. Там, делиться статком на 5 будем. И смотреть, что получилось. Приплюсовывать к этому. Плюс 1 можно на 3 даже делить. Каждые 3 волны плюс 1 золотая за мопца.
нормально. Ну, пока нормально, там потом посмотрим. Скорость, чтобы они быстрее двигались. Потому что сейчас 2 башни, там неважно сколько идет, вообще плевать. Ну, это потому что у них ХП не растет, у них и этот не растет. Резисты, я думаю, не будут расти. Резисты стандартные. Вот. А может быть и будут расти, кто знает. Синхронизацию с учетом РТТ не делаешь. Попробуй в консоль пинг 500 прописать. РТТ не делаешь, консоль 500 прописать. Как это? Как это? Вот это вот интересная пошла информация. Давай. Пинг. Пинг 500, что ли? Просто пинг 500, пинг 500. И чё? Not recognized. Там же не так это делается. Синхронизация с учетом RTT. 2. Худи. Не успел ставить башенки. Так, что там за команда-то пинг увеличить? Как? Или все это самое забайчено, но не это самое. Не объясняется, как именно. Всё, давай. Не успел. Следим. Вообще фи не лучше делать, чтобы со старта было видно. Счетчики не синхронизированы, поэтому спросил. Ну да, ну так я делал, Кстати, там мне можно в Тифалор принтах говорил. забиндить консольные команды. Принтах забиндить. Ну, можно. Наверное. Там какую-то фигню мы устанавливали, чтобы с пингом он учитывал пинги. Вот эту вот всю фигню, короче, делали. А так, он у меня забрал денежку, что ли, не поставил или не обновил? Ничего непонятно. Тогда хорошо. Ну, там я не помню, что-то было, что-то делали. Тифалор говорил, что там... Или пинг, или что там, как там это делается, я не помню. Но что-то тут мы делали, чтобы он учитывал там пинги, вот эти вот все истории. Вот поэтому, скорее всего, и отстает вот этот вот счетчики. То есть он не сразу их обновляет. Ждет, пока типа пройдет сервер, там какой-то там учет пинга там стоит. Вот это вот ставили все. Так, а что ты писал, вот эта синхронизация с учетом RTT? Что это значит? Или это как раз таки оно и было, чтобы этот... Ну ладно. Про раунд-трип тайм почитай. Если бы настроили, то они работали бы синхронно. Опять почитай. Время, которое требуется для того, чтобы пакет данных дошел до клиента, от клиента до сервера и обратно. Например, клиент отправляет сообщение, сервер его получает, отправляет ответ, клиент получает ответ. Время этого полного круга называется RTT, используется в сетевых... Ну, понятно. Давай мне про Unreal, зачем мне общее? Я сам по себе не настраивается, потому что не внутренняя настройка движка, свойства реальной сети, задержка между клиентом и сервером. Но в UA есть несколько мест, где ты можешь измерить отображение и искусственно регулировать RTT. Где взять реальный RTT в UA? Хранит RTT для каждого игрока getPing.
Или Blue Prince узел get ping. Ну, Blue Prince это ping, бла-бла-бла. То есть время в одну сторону, поэтому для RTT умножай на 2. Дендракл хорошо пошел. Если логика на клиенте будет завязана на собственном времени, могут быть проблемы. Отображение RTT в игре через StatNet. StatNet можно увидеть пинг, искусственное управление RTT, симуляция 3 лагов. байт. Так, а что настроить? Ну хорошо, я знаю информацию о сколько-то там о пинге. Он говорит, умножаем на 2. Хорошо, пинг 100, умножаем на 2 200. И что я получаю от этого? 200 миллисекунд, окей. Мне что, задержку просто в 200 миллисекунд ставить? Все действия с задержкой в это самое прописывать код, что ли? Или что? Еще делать? Типа вот это вот контролирую, как там, или как там написал? Синхронизируется, что там RTT, что, зачем, как? Типа, чтобы у первого тормозило, типа, у сервера? На клиенте тебе как минимум для времени нужно прибавлять RTT. Для времени чего? И если завязано на пинге, то периодически синхронизировать. Слушай, ты мне кажется, грузишь немножко, но тем, что можно было не сейчас. Так, ты не изменишь. Основные приемы сглаживания при большом RTT. Клиент, сайт, prediction, предсказание на клиенте. Клиент сам предсказывает результат своих действий, например, движение персонажа, выстрел. Счетчик в начале пока, а дальше что захочешь, это не сейчас. Счетчик в начале. Я просто сказал, куда посмотреть. Ну, мне кажется, это рановато еще история. Клиент сам предсказывает результат своих действий, например, движение персонажа, выстрел. Сервер потом поддергивает, корректирует, и это делает автоматически для движения. Но сейчас вот эти счетчики, которые отображение происходит от сервера, то есть сервер говорит персонажу о том, что дерни свой виджет и отобрази вот эти вот данные. Поэтому он задержка идет, потому что ты вначале что-то ставишь, допустим, башенку, он отправляет на сервер, что он поставил башенку, что надо отнять циферки. Ну что, надо 5 монеток отнять. Сервер отнимает 5 монеток и говорит, слышишь, отправь данные вот этому игроку, вот виджет, чтобы он типа поменялся. И он идет к игроку и говорит, слышишь, поменяй виджет. И вот этот вот весь путь, поэтому там и задержка происходит. Вот. Но а что предугадывать? Как? Мне таймеры просто самому запускать? Как это? Что это предугадывать? Ну вот предугадывать, вот это вот оно и есть. То есть самостоятельно хранить данные отдельно у себя и отдельно на сервере. То есть у тебя есть свои данные. Вот единственное, что я здесь вижу, чтобы было мгновенно вот это вот. То есть у тебя есть данные на сервере, и они как бы идут в репликации и В прочее. общем, если захочешь синхронизировать и чтобы было все по феншую, ты знаешь, куда копать. Да я забуду уже через минут 5, как эта фигня все называет. Но я буду помнить, что мне вот кто-то говорил, вот я не буду помнить, кто говорил, я не буду помнить, что когда говорили, не помнить, о чем говорили. Я буду помнить, что что-то такое было, что-то там вот как раз-таки касательно вот этой синхронизации, а что это, где это, вот так вот все будет. Так вот, как я вижу решение этого всего. Вот тут написано, ГПТ говорит про предугадывание и прочее. Все, что я вижу, это то, что мы берем, отсылаем, то есть у нас, понятное дело, проверки всякие существуют до, ну, то есть мы-то с сервера должны спросить, если на сервере они у нас есть. То есть у нас есть две вот этих... Я скажу, что я говорил, и заберу всю славу себе. Да, молодец. У нас есть два поля. Хранится на сервере вот это вот поле со всеми данными. Ну вот и начнешь копать. В этом и суть. А потом разберешься. Здравое зерно посеяно. Я понял, спасибо. Так вот, у нас есть поле, где у нас хранятся данные, допустим, монетки на сервере. И есть монетки у нас. Мы получаем данные, ну, то есть, допустим, мы когда ставим башню, мы спрашиваем у сервера, мы можем поставить эту башню? Мы можем.
А потом, когда мы поставили, мы отнимаем эти монетки и у сервера говорим, что там отними у себя там, и у себя отнимаем монетки. И вот эти вот монетки мы показываем именно там. То есть именно их сразу отсылаем показывать. Тогда у нас не будет этой задержки. Мы не ждем, пока сервер обработает и пришлет обратно и триггернет это. То есть мы сразу в этот момент, когда мы послали на сервер то, что нужно изменить монетки уже, а мы изменили свои же монетки и отослали сразу же себе отображение. Вот я вот так вот вижу. Но это дублирование именно будет всех этих самых, всех полей с данными. Вот я только в таком виде вижу предугадывание, как тут написал ГПТ, что предугадывать, ну, тут пример — это движение персонажа и выстрел. Как выстрел можно предугадать? Что значит выстрел предугадать? Предугадать выстрел. Игрок, ну, типа, игрок либо стреляет, либо не стреляет. Что значит предугадать выстрел? Он отобразится и нанесет тебе урон, а не нанес урон. Или что это такое? Предугадать выстрел. Непонятно. Ну, короче, я вижу вот такую вот штуку, что ты просто дублируешь два этих, и тогда у тебя не будет задержек никаких. Такая вот история. И ты сам настраиваешь. Это называется клиентское предсказание. Там еще логика отката нужна, если сервер не завалидировал действие. Ну да, синхронизация, вот эта вот вся история. Откат этого всего. Игрок стреляет или башни под управлением АИ. Башня под управлением таймера. Это апдейт объект, который не уже частотный, например, дико у важных объектов, которые снаряд поднимает net update frequency, user replication frequency tuning. Что, мне тут накидал, конечно, на вентилятор. Визуальные эффекты, частицы звуки лучше спавнить на клиенте сразу, а не ждать сервер. Да ладно. Чтобы при высоком RT игра оставалась играбельной. Предсказываем действия, движения, выстрелы. Гениально. Интерполируем апдейты от сервера. Значит, как? Делаем lag compensation для попаданий. Lag compensation для шутеров критично. Сервер учитывает пинг игрока при проверке попадания. В это делается вручную, либо через Ability System Target Data. Пример. Игрок с пингом 200 ms выстрелил сервера, отматывает состояние врагов на момент выстрела. Я уже за стеной. Куда отматывает? В смысле? В смысле? Все, я уже за стенкой. Куда? Все, не надо в меня попадать. Отматывает состояние врагов в момент выстрела. А как он запомнит, что там в момент выстрела происходило? Где кто был? Лишь надо записать, где кто был на момент выстрела. Что значит отматывает? Что значит отматывает? Что как это? Что это такое? Он должен записывать тогда его. Что значит отматывает? Ничего не понял. Ну, у тебя сместилась позиция. Ты же не знаешь, в какой позиции он находился, если ты не записал. Вот у тебя 200 миллисекунд прошло условно. Ну, у тебя объект двигается либо влево, либо вправо. Ты не знаешь, он был слева или справа был. Вот он сейчас тут находится. Куда его отмотать? Влево или вправо? Тебе, значит, надо записать, где он был вот эти вот 200 миллисекунд назад. Слева или справа, условно. Что значит отматывать? Ничего не понял. Регулируем частоту и релевантность репликации. Запускаем локальный VFX сразу, не дожидаясь сервера. Ну, вот так вот, короче. Ну, я единственное, что понял, это то, что вот это вот дублирование всяких полей разных. То есть у тебя есть свое поле, и всякие виджеты отображаются от этого поля. Ты записываешь все. Плюс там порог устанавливается, чтобы не записывать полчаса. То есть все-таки запись ведется. Ну, тогда вопросов нет, как это. Это ж пипец грузит сервак. Запись каждого кадра, где какой объект, где что находилось. Это забей. Это забей. Бедные серваки. Я им сочувствую.
Не, ну ты представь какой-нибудь этот Battlefield, где... Там не каждый объект. Не, ну, в смысле, не каждый объект, который двигается. Ну, понятно, что... Примитивы на акторах. Ну, понятно, что не будет записываться какой-нибудь урна, которая статическая, с ней ничего не сделаешь. Этого не будет. Привет, ты уволился, что ли? Привет. Да нет, там на стоп стало все. Бабки не скидывает заказчик. Вот и на стопе все стоят. Типа такого. Вот как-то так. Так вот, понятно, что какой-нибудь статический объект, который ничего не этот. Ну, а все, что остальное двигается, тебе надо. Ну, к примеру, предположим, что у тебя двигается и игрок, и платформа, за которой он может спрятаться. Тебе же надо и платформу эту, которая двигается, знать, где она была в этот момент. Может, он в платформу попал, а может, в игрока, потому что он двигался. То есть, это забей. Бедные серваки. Или Unreal тоже пишет это под капотом, или это надо самому реализовывать эту всю историю, или какие-то плагины ставить. Короче, мне кажется, я буду дальше пока делать, пока не столкнусь, что это прям проблема, а я потом буду ее решать. Я сейчас даже думать не буду. Вот эта вот идея о том, что хорошо виджет, отображать, это дублировать все. Я по курсу делал сам. Запись. У него вообще у Unreal есть инструменты записи, или ты где-то там в потоке запускаешь, и каждый тик хреначишь, пробегаешься по всем акторам каким-нибудь, я не знаю. Я как ты в потоке это все равно не сделаешь. Unreal не пишет. Ну, здесь мне это нафиг не надо. Ну, потому что это все-таки действительно больше для шутеров, таких более динамических. Здесь от того, что какой-то снаряд не долетит неправильно, или моб просрется, или монетка какая-нибудь не дастся, это не супер критическая история, да и она чинится не записью. Явно. Явно не записью чинится. А вот если шутер какой-нибудь действительно создавать, там, да, там вот это вот, да, приколюшка. По поводу сам писать. Ну, а какой-то метод используется? Ну, типа, а-ля на EventTick ты вешал и собирал все данные? Я не знаю, типа, какой-нибудь там массив, где у тебя под индекс попадает какой от начала. Это, я даже без понятия как. Тимап какой-нибудь, я не знаю, где у тебя записано текущее время. Это ключ. А значение — это структура, в которой там все положения какие-нибудь. И ты потом его, этот самый, и когда-то там раз в какой-то промежуток ты все отсеиваешь, то, что меньше. То есть ты залетаешь, новую запись делаешь, а первую удаляешь. То есть если там условно больше запись, чем какой-то там 10 тысяч, там 100 тысяч, там я не знаю, сколько там должно быть их, то ты первый удаляешь, которые там есть, а следующий этот, и вот так вот. Я фиг его знает, без понятия как. Ну, потому что тебе запись, тебе буквально все, что тебе нужно будет вернуть, это вот эти платформы, какие-нибудь игроки, там, что-нибудь, ну, короче, то, что может повлиять на результат, тебе надо записать. Примитивов, которые повторяли коллизию актора, и дозаписываешь время. Только откат геморный там. Массив примитивов, которые повторяли коллизию. Повторяли коллизию актора. Ну, там можно даже не это, можно просто по математике спросить. Ну, условно, ну, это, наверное, вот оно и есть, то, что ты написал. То есть ты просто по математике спрашиваешь, типа, вот, 200 миллисекунд назад, там, пуля а-ля этот, они бы соприкасались или нет. Понятно, что тебе не надо двигать актора, то есть тебе не надо брать и set актора, локейшн вот этого делать. Понятно, что не надо этого делать. Так а какой откат? Тебе же не надо откат делать, тебе буквально надо спросить. То есть вот эти данные, данные сопоставить и все. Надо. В смысле не надо? А зачем? Ну те же данные просто надо сопоставить и сделать выводы какие-нибудь из них. Ну условно, если вот летит этот самый, да, вот пуля какая-нибудь. Так тебе постоянно надо это делать. Подожди, на каждый кадр это надо делать. Это что-то сильно большие расчеты. Тебе же надо на каждый кадр это сделать. Ну вот она ж, ну не в определенный момент, а на каждом пути ее. А потом заново делаешь выстрел.
Как тяжело. А, подожди, ну, пуля на каждом существовании тогда должна условно брать, забираться вот этот массив, который, браться ее пинг, отниматься. Там тема долгая и сложная. Не, без вопросов. Понятное дело. Но то, что я вижу, допустим, смотри, предположим, не значит, что это правильно, не значит, что это просто вот если вот так вот думать. У нас есть тимап, вот как я сказал, да, он берет раз там в какое-то время, записывает, ключом у него является это время, вот это в миллисекундах, и значением это там структура. То есть у нас там какие-то данные, то есть какие-то акторы, вот это вот все, где они находились, то есть их локации, там вот это вот вся, короче, инфа. У нас стреляется пуля, она летит, и она буквально должна брать свое время, забираться вот в этот тимап, по хэшу обращаться, и узнавать, что она там коснулась в этот период. Так это, ну, это не то, чтобы сильно нагрузка большая. Потому что по хэшу быстро обратиться и пройтись по локации. Ну, понятно, что это больше нагрузка, чем просто она летит. И вот это вот спрашивать. Так это тогда не такая уж большая проблема. Ну, это без всяких подводных камней. Так, чисто поверхностно. Конечно, там геморроя тьма тьмущая, но все же. Я же правильно понял логику? То есть у нас есть хранилище. И мы просто каждый фрейм должны будем Ты в спрашивать. правильном направлении двигаешься. Ну вот. То есть отдельная такая механика получится, что каждый... ну, она берет свое время минус время пинга. То есть мы его записали. Ну, точнее, мы его посчитали. То есть взяли текущее время, взяли время минус пинг там. Взяли, обратились к... Откат делаешь по условию. Не постоянно, а запись постоянно. Ну а как ты сделаешь по условию, если вот пуля летит, откуда она знает, вот она в этом кадре должна была с кем-то столкнуться или нет? А? Ты же не знаешь. Ну понятно, что можно там, допустим, через кадр сделать, да, один кадр пропустить. То есть один кадр мы делаем эту проверку, второй кадр мы пропускаем. Или каждый третий кадр сделать. Это не то, чтобы сильно такая большая, это самое. То есть 3 кадра. Можно даже и 5 кадров пропустить. Просто их в Пинг этот... выше 50 есть смысл отката. Типа вот так вот даже. То есть а-ля спрашиваем про пинг, больше 50 и откатываем. Ниже можно не делать. Вот. Это уже оптимизон пошел. Но я бы тогда еще сделал что-то из разряда не каждый кадр спрашивать, а можно ну, там каждый второй кадр, условно, на один кадр забить болт. Вот. Просто пропуск следующего кадра и через кадр шлеп. Это интересно, ладно, вот это интересно, но я же говорю, оно мне здесь так чисто для ознакомления просто понимать, что такая вообще фишка и проблема есть. В этом проекте она не очень понадобится. Единственное, что может понадобиться, это вот это дублирование полей, которые будут для отображения виджета. Там можно много чего придумать, но это все только для Line Trace. Угу. Ну да. Блин, ну это прикольно. Прикольно. Так, а и что используется в качестве хранилища? Тимап, как я сказал, то есть по хэшу, чтобы время быстро находить. Для проджектайлов, если нужно еще сложнее, еще не разбирался. Так, а проджектайлы те же самые яйца-то. Ты что же лейн-трейсом должен будешь стрелять? Ну, проджектайл у тебя, ну, он летит, он знает свою позицию текущую, тебе в этой позиции буквально надо вот этим сферкой бут, сделать сферку, бам. Тоже лейн, ну, там не сфер-трейс идет, сфер-трейс, бам. Попал, не попал в кого-то в этой области. Все, ну это я так представляю, там. Ладно, короче, давайте думать над формулами. Давайте веселье пойдет сейчас. Формулы. Все готовы формулы? Думать, придумывать. Спаун NMES. Здесь он спавнит NMES-ов.
Блин, а он передает дата asset. Понял, да? Ха-ха. Он передает дата asset, и он потянет все информацию с дата asset. То есть нам нужно как-то как-то передать ему. По моему датимап. Нет, проджектайл на ивентах работает, и у него отложенное попадание. Лайн трейс моментальный. В общем, забей, это тебе пока не нужно. Окей. Ну, на тимап. Ну, на тимапах логично, потому что тебе нужно быстро обратиться к текущему времени, а не перебирать вот эту всю пачку. Иначе вообще беда. По хэшу там быстренько шлеп, пошел туда, куда надо. Плюс удаление спокойное. Ну да, спокойное, но не спокойное. Там своими приколами, но поспокойнее, чем заново пересобирать этот. Так, короче, у нас тут передается дата asset. Я хз. Наверное, мы должны будем не его передавать, не дата asset, а собрать данные здесь. Потому что данные с этого у нас тут вся сборка, пересборка происходит. Он один раз перед этим соберет данные для enemy. Соберет данные у enemy, свои данные. То есть это он каждый раз будет делать. Ой, какая красота. Ну, понятно, что некоторые вещи мы посчитаем относительно этого, а потом будем умножать. Ну, то есть мы считаем нашу формулу. Там 5 умножить на 10, умножить на 20, разделить на 2, умножить на волну, разделить на Меркурий, поделить на ретроградный и прочее. Вот это вся параша. В общем, посчитали, записали, а потом это все применили к нашим статам. Вот. Это понятное дело. Ну, то есть умножили там или разделили на наши статы текущие. Тем самым увеличили либо уменьшили. Ну, текущие статы enemy. И потом засунули их в enemy. Но так как сейчас у нас передается дата asset, у нас ничего этого не будет работать. Нам нужно собрать их заранее. И я так полагаю, что у нас будет f-enemy data. F-enemy data. Что такое enemy DA? А enemy DA это... Это ничего. Это ничего. Так. Ну-ка, enemy data, f-enemy data. Как у нас тут инициализация происходит? Ну, покажи мне. Как ты тут max value, item stat value. Это ты из... Откуда ты это достал? Set stat. Enemy DA stats. А, stats. У них же там stats есть. Все, подожди. Что-то я за это самое. У нас же есть этот массивчик есть. И мы же через него можем stats добавлять. Делать. Вопрос, однако. То есть мы должны из enemy DA добыть stats. Добыть stats этот. Из temp enemy DA. Ну, пока это temp enemy DA. Должны мы его перебрать на самом деле. For you enemy fstats, точнее fstat enemy stats. Такая вот история. И самое интересное, знаете что там будет switch. Там не будет switch, а будет switch. Там будет switch. Там будет что самое, что ни на есть switch. Там не будет switch, подожди. Точнее, там будет switch, но там не будет switch. Int 32 equal 0 и меньше, чем вот это вот 100
точка нам. Нам. И плюс. Потому что switch у нас будет через и. О, привет. О, сейчас вам покажет, кто это. Вы обалдеете. О. Почему я забанен на Твиче? Не знаю, у Тифалора спроси. Почему ты забанен на Твиче? У тебя банил я тут при чем? А теперь у меня вопрос. Кейс e stat name. Stat name. Вот этот Hellsmax, конечно, надо будет тоже рихтовать. И брейк, он так не захочет. Да гандон этот тифайлер. Осуждаем, ты чё, обалдел? Прекращай баловаться, извиняйся. Сейчас бан получишь. Ой, что я пишу? Ай, ты молодец. И вот так вот это должно быть. Оу. Вот так вот это, представляете? Вот так вот. Спам гидра. Ты молодец, Данаер. Молодец. Это сейчас еще этот не пришел на ютубе, что-то Дендеракл куда-то ушел, так бы ты уже бан слопотал. Нет, произойти нормально. Рассказать, как дела, спросить, как дела. Ты сразу так это... Чему жизнь не учит. Hellsmax. Нужно потом сделать, что Hellsmax, когда он означает, чтобы он Current Max... Current Health тоже сделал Max Health. Ну, короче, вы поняли. Вот эта вот вся история. Потому что он должен будет работать с Max Health. Потом case yes stat name. Stat name. Что нас еще интересует? Damage у него отсутствует. Speed movement. Break. Недавно видел видео про бородатого чела, который торгует котиками, и его посадили. Я сначала подумал, что это ты впервые дни стрима с вебкой, но борода немного больше и он более лысый. Молодец. Осуждаем такие действия. Ты молодец, слушай. Это ты молодец. Так, что еще нас интересует? Нас интересует ХП, скорость, количество. Количество мы там посчитаем немножко от другого, он должен считать. На статы именно влияет. Резистанс мы будем считать или мы не будем считать? Резистанс мы должны посчитать. Блин, темп статс. А он же не может его поменять, соответственно, он должен, значит, копию его создать. Вот этого. Мы сейчас копию создадим и будем менять, чтобы мы копию именно передали. Короче, чтобы мы копию передали этих статов. Поняли, поняли. Speed Movement, Resistance, Poison, Pussy Count, Lightning, Resistance, Range, Health, Damage, Count. Что такое Count? Это финальная, да, которая не отображается. Да. Так, Fire, Poison. Ченсы не интересуют. Резистансы, вот единственное, что можно поднять.
сделать резистансы разными. Вот, применить одинаковую формулу к ним. Одну и ту же формулу. И будет счастье. Будет счастье. Ну давайте, пусть резисты растут. Ладно, говорили. Cold. Давайте по 10 fire. Там далеко-далеко есть земля, там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит небо, что звездам не видать с верши, как посреди огней вечерних, и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Брейк. Куда ты знаешь эти песенки? Так, это вот эти вот формулы. Потом нам нужно вот эту часть сделать TRA fstats. fstat. TRA fstat. fstat. Кстати, зачем мне этот запущено? Ну, давай его закроем. Подожди. Стой. Закрывай его. А кто не смотрел «Дальнобойщиков»? Ну, это странно, что ты их смотрел. Ты же как бы, ну, немножко из поколения такого, которое тик-таки. Вот эта вот вся история. Так. Fstat, значит, enemy stat. Temp enemy d stats. Stats. Мне очень нравится это кино-фильм, не понимаю разницы. Не понимаешь разницы между кино и фильмом? Или фильмом, или что? Вообще это сериал? Ну да ладно. Так, enemy stat. Да. Ну, это сериал, да. Да, что да? Что значит да? Сериал это. Enemy stat нам. Мы его перебираем. Перебираем мы его за тем, чтобы мы в нем могли изменить именно эти самые. И передадим его сюда потом по ссылке. Шлепнем. Быстренько его вот туда. Ссылки, короче, все было по ссылочке. Все было быстро, грамотно, красиво. Также перед этим нужно нам изменить еще некоторые моменты. Это вот Там этот мне вот что Coins сериал, Reward. что фильм, что кино, да хоть мультик. Блин, а Coins Reward у него отсутствует. Не что сериал, что фильм, что кино. Мультик это хорошо. Мультик это хорошо. Блин, Coins Reward тоже должен быть. Или подожди, Coins Reward. А откуда Coins Reward? А, Coins Reward это тот присылает нам своего датасета. Блин. Может быть, мы DA вообще не будем передавать ему. Короче, мне кажется, надо просто сделать структуру. Enemy data. Enemy data. И там хранить вот этот coins, name, вот этот вот array. То есть мы его сразу туда добавляем, в эту структуру. Мы ее тут меняем, потом мы заполняем coins reward. Name заполняем, бла-бла-бла, и потом сюда передали, а там сохранили. Если б я увидел Тифайлера в реальной жизни, я б такую двоечку прописал. О, да ты вообще там, я представляю, школьник прописывает двоечку. 5 класс, или подожди, ты же уже 6 класс, или какой у тебя там класс? Как ты двоечки там прописываешь? Так. Так. Ты смотри, двоечки. По двоечкам у нас тут этот, как его, Дендеракл. Он сейчас придет и тебе пропишет двоечку. А знаешь, самое интересное, кстати, я тут одну штучку скачал. Я могу тебе теперь баны давать, чтобы ты знал.
Я могу тебе баны давать на... Хочешь, на 30 секунд дам тебе бан? 30 секунд будешь бан? Могу 30 секунд дать. Могу 14 дней дать. 14 дней максималочка, которая тут есть. Ну, максималочка это навсегда, но... Ладно, такое дело. Значит... Значит, структуру я хочу создать. Зря закрывал. Теперь надо открывать. Там будем структуру создавать. Давай на 1 наносекунд C. Не, давай попробуем на 30, на 60 секунд. А ну-ка, не, давай на 30 секунд. Оп. Has been banned the channel. Sorry, was banned from the channel. А ну, посмотрим, 30 секунд. Чё, как дела? Чё, как дела? На 30 секунд бан получил. Я надеюсь, что там на 30 секунд. А то там, может, и перматч получился. Запускается еще. Ну что, есть разбан или еще не прошло 30 секунд? И там перматч улетел. Ты если перматч, ты скажи. Так, tools, new CPP класс. Значит, не, подожди, нам пустой нужен. Next. Public structs выбор. Enemy data. Enemy data есть. Так чё, 30 секунд уже прошло. Чё тебе это самое? Не разбанило? И как? А ну-ка. А, он тут наоборот пишет. Details. No user quick. Hiding user banned. А, не, вот смотри, пишешь, значит, на бан сработал на 30 секунд ровно. Либо ты просто ничего не писал в этот момент. Вчера я столько мучился в ноуте, там настраивал, то делал, но ничего не получилось, 2 часа потратил зря. Что ты там настраивал? Все можно в ноуте настраивать. Расскажи нам. Расскажи нам, расскажи. Нам очень интересно. Так, reload all. Так, enemy data. Enemy data. Ну, понятно, что вот это вот в помойку, это struct, это ее struct. А какие характеристики в твоем ПК? А ты напиши восклицательный знак комп. Будет тебе счастье. Generated body. Generated body. Include. Видеокарта 4060 Ti 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X 64 ГБ, оперативной памяти DDR5. Enemy data. Вот так вот, понял? Такая вот история. Enemy data. Generated H. Есть такая красота. Теперь я хочу... Нифига, он у тебя мощный. Да, прям мощнявая история. Он еще здоровый, мразь. Но это хорошо, что он здоровый. Наконец-то взял нормально себе этот корпус. А не вот эти вот малютки. Все удобно, все грамотно, все провода сзади не видно, там спрятаны. Да, ты меня сбил, я датасет хочу найти. Я его не вижу здесь. Я вижу wave data. Он, короче, перебит, да? Был перебит. Где он здесь?
иди сюда. Иди сюда, раз, иди сюда, два. А, он здесь, наверное, был, но... Так, я хочу перенести вот эту часть. А если мы переносим эту часть, так может быть сразу ее и в этот засунуть? Ну, вот здесь указать структуру. Где там лишние данные будут храниться тогда. Арray У будет меня храниться, процессор который от нету. лота AI и видеокарта Radeon 670M очень слабый. Ну, это древний товарищ. Это древний товарищ. Грусть, тоска. Нам надо coins reward, нам нужен name, и нам нужна это самое. Я не уверен, что нам вот это вот надо. Это нам не надо. Я понимаю, что generated body, но пусть будет generated body на будущее, а вот это все не будет на будущее. Плюс я хочу вот этот T-Ray 2 ядра, себе. 4 гигабайта, АЗУ 64-битная система. Ну, круто. Отлично. Так, стат. Не знаю, что такое стат. Include structs stat. Гони атлон на 8 ГГц, и будет счастье. Так, значит, мы создали эту структуру замечательную, чудесную. Теперь нам ее надо сюда подключить. Давайте снизу здесь. Include structs stat. Хочу себе комп на 1050 Ti и i5 смогу тогда в CS2 поиграть. О! Как в CS2? Оно тебе не надо. Enemy data. Enemy data. Так, будет. Structs enemy data. Есть такая история. Теперь мы пробел убираем, во-первых, он мне здесь не нравится. Создаем эту структуру F. Enemy data. Enemy data. Enemy data. Data. Equal. Пока пустоте equal. Чтобы пустоте equal здесь сразу зададим ему все. Было по красоте. Есть такая история. Но он стоит 15 копеек гривен, это много, 82 миллиона 735 тысяч 355 лет придется копить. Доллары сколько в баксах-то? Баксы, доллары. Сколько это? 500, 1000. 1000 вряд ли такой комп. Комп, 1000. Нет, 1000 можно нормальный комп купить за 1000 баксов. Не на 1050. Явно, поэтому не 1000. Зачем тебе CS2? Там и так много школьников. Зачем Скажу, еще в один? рублях это примерно 30 копеек рублей. Что ты сделал, что мне станет понятнее? Я же попросил вроде в баксах. Так, темп enemy day. Значит, вот этот enemy data точка name equal temp temp d enemy day. Ну, пока что temp enemy day name. В долларах это много. Точно сколько не знаю. Ну, пока что мы записываем, его все применяем, эти штуки. И дальше enemy. Stats equal вот этому статсу.
Так. Так, вот это все происходит. То есть мы его записали все, и мы его потом передадим. Все эти данные, с ними поработаем. Но. Но больше стоит, чем твоя борода в первые стримы с вебкой. Это хорошо. Это хорошо. Не знаю, за что взяться. Давайте за реворд вначале возьмемся. То есть возьмем вот этот enemy data. Data.coin rewards. Усы лучше, чем борода. Спасибо. Я это учту. Это прям полезная информация. Спасибо, что поделился. Плюс равно enemy data.coins reward. Деление с остатком 16%, правильно? Деление с остатком Вот на молодец 3. парень. Мечтает не о 5099 9950 3D, а о 1050. Ну так ему больше не надо, ему КС 2 надо. Вот минималочку он взял, по КС 2 прошелся, и вот так вот. Как бы мечтает о достижимых целях, понимаешь, а не о чем-то облачном. Ну да, красава. Вот. Мы делим на 3 с остатком. Что мы получаем, то мы добавляем. Coin rewards. То есть каждые 3 этих будет плюс 1. Все просто. Ухаживай за усами 24 часа в день. Обязательно. Обязательно. Это прям 100% так и будет все. Вот это вот надо тут марафет навести, мне не нравится. Вот так вот хочу. Плюс равно. Мы сделали. Хорошо, это rewards. Дальше статы нам надо обработать. Health Max. У них свои формула. То есть что мы делаем? Мы сейчас забираем вот эти вот все... Мне только для КС-2 надо еще ЕЦ-2 куча крутых игр. Не только. А как же воспользоваться вот этими облачными всякими историями, которые, ну, там, денежку платишь, и они типа дают тебе в аренду через интернет поиграть на своих компах крутых, а тебе транслируется это все. Или интернета нет, и поэтому беда. А вообще, как там у этих ребят все вот эти вот облачные сервисы, или как эта фигня все называется? А еще возможно для создания игр. Ну, разве что на 4-м Unreal. Unity. Unity, фу. Подожди, ты меня сбил своим Unity. Макс ХП давай делать Макс ХП. Макс ХП делать. То есть, когда мы залетели сюда, то вот в этом стате у нас находится Макс ХП. Все, мы работаем с ним. То есть, точка... Я сейчас дам точка. И вот это вот Макс ХП. То есть, это наш... Чё? Это структура. Ну да, namestat и valuestat. Вот он, точно. Namestat это как раз таки. Покажи, что у тебя получилось за 14 дней. А там ничего не получилось. Подожди. У меня ж не так все устроено. Я же... Stats, потом от и точка namestat. Вот так вот это должно быть. Вот, а не через этот. Вот такая вот история. Значит, точка valuestat. Вот теперь мы работаем с значением. И мы должны что? Его увеличить. Поэтому плюс равно. Правильно? Правильно. А теперь мы должны сделать что-то с формулой сделать.
Что мы с формулой должны сделать? Как мы сделаем ХП, зная волну? Ой, подожди, я Coin Rewards делю. Короче, я в Pocket Code переделал свою старую игру и получилась игра про гонки. Прикольно. Прикольно у тебя получилось. Это Current Wave Data. Current Wave Data нам надо, а не Coin Rewards. Я не то делю, вот сбивайте меня. Wave Number. Вот это вот нам надо делить. Вот оно. Тут точно такая же история есть. Плюс равно Current Wave Number. Wave Number. Надо что-то сделать. Давайте вначале просто на 1% будет увеличиваться. То есть, что мы сделаем? Мы вот это вот разделим на 100. На 100 разделим, да? Это мы получим. Первая волна это 1%, 2% будет 3%. То есть, каждую волну на 1% увеличивается у них ХП. Пока что. И чтобы это добавить, нам нужно после этого умножить вот это вот на value stat. Умножить это все на вот эту вот часть. И после чего добавить. Таким образом у нас получается, что на 1% увеличение идет, на 2%, на 3% и так далее и тому подобное. С резистами, кстати, все сложнее, потому что он будет его... Ну, короче, надо ограничения ставить. Резистом там. Словно хотя бы до 90, чтобы доходило максимум. Ибо с такими, если мы сейчас дадим ему увеличение, там будет просто нереальная история. Знаешь, почему в Steam можно поиграть только через платформу Steam? Это маркетинговый ход, когда заходишь в Steam, чтобы поиграть в игру, видишь еще крутую игру и покупаешь. В Steam можно поиграть только через Steam. Понимаю. Понимаю. Со Speed Movement, в принципе, та же самая история должна происходить. Вообще та же самая. Вообще та же самая. Но мы их сейчас объединим. Тоже на 1% увеличиваем скорость. 100% будет потом. 100-сотая волна, 100% скорости. Но может быть даже не на 100. Может чуть быстрее сделать их. Или медленнее. Можно это все еще дополнительно умножать на деление с остатком на какое-то значение. То есть, чтобы он только раз в какой-то промежуток времени увеличил. Подожди. Ну да, вот этот wave number мы делим условно на 2. То есть каждые 2 он будет увеличение дать. Это, правда, на предыдущий он в помойку его отправит. Предыдущий он-то не сохранит эту самую. То есть это не будет так работать. Ну хорошо, допустим, вот это меня устраивает. Хорошо, пусть будет так пока что. Пока что, предположим, меня это устраивает. С резистами я не знаю, как быть. Я не знаю, как быть. Может быть, тоже точно так же, только коэффициент немножко другой. В данном случае у нас коэффициент 100, то есть он делит его на 100. А тут, может быть, надо будет поделить на 200. И то и на 300. Твой видеокарта 4060 Ti 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 потянет Киберпанк на ультрах. Ведь это Ryzen 7 и 4060, он может даже слона потянуть. Ну, не знаю, может быть, все может быть. Там 4060, конечно, то, что на 8 этих гигов, это прям беда. Может быть, вот так вот. То есть резисты будут увеличиваться на 200. То есть, что такое 200? Это значит, что 200 волн надо прожить, чтобы он увеличился на x2. 200 волн x2. Если мы ставим 50%, то 100% к этому резисту будет
на 200 волне. 200 волн. Вот. Если мы ставим не 50%, а 40%, только будет 80% на 200 волне. Закишить не хочешь под increase percent? Понятней будет. Increase percent. В смысле increase percent? Ты имеешь в виду эти Какая беда, 100 и слышал 200? про отлот Ай и Radeon HD 670M. Да, это больно. Такая, ну, это же две надо создать, вот этот increase percent 1, типа increase percent 2. Вот это можно, это не то, чтобы супер, это какая-то... И добавлять уровень к проценту, чтобы игра не стала бесконечной. Уровень к проценту. Так уровень, там не уровень, там волна добавляется. То есть каждую волну растет этот самый. То есть он берет текущую волну, делит на 100 и умножает на стат. И добавляет к стату. То есть получается, Сегодня что каждую волну... 1,6. Поиграем на родной паблик. Да, обязательно. То есть каждую эту волну он увеличивает скорость передвижения и ХП у моба на 1%. А резисты увеличивает каждую волну на 0,5%. Ну да, на 0,5% увеличивает от текущего стата. То есть получится так, что если мы у него 100 хп, то через 100 волны у него будет 200 хп. И x2, короче, все у него будет на 100-ю волну. Ну, на данный момент понятно, что это мало. Это понятное дело, что это мало. Надо чуть больше делать, но надо следить за этим. Я тебе говорил свое имя. Не говорил. Но это очень интересная история. Прям очень. Все хотим узнать. 100. Я не знаю, про перцент сколько. 1 будет. И перцент 2, типа 100.0. F. То же самое, типа 200. 2. Ну а как ты еще назовешь их? Никак ты их не назовешь. Чем выше число, тем медленнее, тем Мое меньше. имя. Молодец. Имя Данаер. Спамгидра. Кодовое название Спамгидра. Это переводится как Владислав. Это хорошо. Это хорошо. Спамгидра. Вот. Можно сделать чуть меньше, то есть сделать 80 условно, чуть побольше, чтобы давало. Резисты, я не знаю, резисты я не хочу трогать. Резисты пока 200 останутся. Но тут в том-то и прикол, что у тебя растет... Ну, понятно, что пока мы башни не улучшаем, то это нормальный инкриз. А и когда мы башни будем улучшать, то вот эти коэффициенты, естественно, их нужно будет уменьшать, чтобы, ну, больше каждая волна больше что-то давала. Либо же делать их менять тоже. А что если мы их будем менять? Я имел в виду к твоим статам добавлять уровень percent 25, левел, тогда скилл от уровня будет быстрее и на волне 50 будет конец. 50 волн это норма и не наскучит. 200 и выше это уже перебор. Имхо. Не, понятно, это я просто рассчитываю. Я Влад, у меня есть собственный спам-чат, Юникорн бороду себе сбрил, вот такая песня получилась. Круто. Здесь много текста. Хотел по-другому в кейсе increase percentage current wave data. Wave number 100,0 f. Подожди, я не знаю, там добавлять уровень перцент плюс 25 левел, да? Именно еще и значение добавить. Подожди. Подожди. Я тут, во-первых, это вот тут беда будет, то, что он будет добавлять, но не будет добавлять, потому что он не учитывает предыдущее. То есть, как получится, у нас есть, это же базовое значение, оно не меняется. То есть, или добавит, он ничего не добавит. Нет, он добавит, все правильно, у нас же остаток будет единичка все равно. Правильно? То есть 0 он разделит на троечку, остатка нет. Потом он разделит на четверочку, остаток будет 1. Ну да. Подожди.
Деление с остатком, мы же получаем именно что остаток. Мы же получим 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 будем получать. А мне надо именно результат, сколько получится. То есть вот это разделить на троечку и без остатка. То есть current wave number просто деленное на 3 нужно. А не без остатка. Мне здесь это не надо. Вот. Вот и получится, что у нас 1 деленное на 3 у нас получается меньше. Он добавляет к инту, преобразует его в int. У нас ничего не получается. Потом 3. Делит на 3. На 3 делит единичку получает. Он добавляет единичку. После чего он делит 4 на 3. Он получает 1 на 33. Тоже ничего. Я хочу спать и сать. Полезная информация. Спасибо, что поделился с нами. Что делать, если все же обосрался? Что делать, если все же обоссался? О, вот тут вот нажимаешь так вот этот самый и даешь 60 секунд. Так вот, оп. Будем на повышении идти. 30 секунд, 60 секунд, потом минута, потом 10 минут. И так посмотрим, до куда дойдет. Там 14 дней есть. Потом полный бан. Как тебе идея, Спамгидра? Так вот, потом у нас 4, получается 1.33 мы добавляем, он его обрубает остаток весь. То же самое он добавляет в этот, обрубает остаток весь. И, короче, он так он делает, потом 6, он добавляет 2. Вот что нам надо было. Без остатка, что я немножко не то сделал. Просто деление. И мы добавляем. Вот, тогда он учитывает каждую волну. Будет учитывать каждые 3 волны, он будет увеличивать на единичку наш реворд. Потом было предложение... Так, 60 секунд это и есть минута. Да ладно. Давай вот этот вот я тебе тоже дам 60 секунд, чтобы повадно было. Оп. 10 минут следующий. Там нет больше. Там следующий 10 минут. Смотри, этот аккаунт тоже на минуту уже улетел. Давай. Еще там у тебя есть много их. Я знаю. Ты меня опять сбил, засранец. Increase%. Current wave data, wave number. Добавить значение, вот, предлагалось к этому добавить значение именно фиксированное какое-то. Я вот думаю, что wave number, деленный на вот этот процент, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну да, и момент то, что 200 волн это, да, это перебор, я согласен, но тут же смысл в том, что еще у нас дополнительные бафы действуют. Это же не то, что одиночная игра, то есть, чтобы игрок сколько проживет, да, ты пока жди, пока вот этот вот настанет 200-я волна, и они станут полностью, почти полностью неуязвимыми, почти урон по ним не наносится и так далее. Тут же вопрос не в этом, а вопрос в том, что дополнительно еще и другой игрок на нас влияет. Короче, сегодня утром перед стримом я специально создал 11 аккаунтов. Я так понимаю, это первый, да? Вот этот 0000. Он будет 00001. Ну давай проверим, давай. Давай проверим. На тебе 10 минут на этом аккаунте. Давай, сейчас проверим. Проверим. Первый пошел. Следующий. Идем 0001, 0002, 0003 и так далее. До 11. Все. Ну, точнее, до 10, так как с начала. Ну, в общем. Так вот, у нас-то влияет не только самая волна, у нас-то влияет еще и карточки, которые мы юзаем. Потому что враг может заюзать, допустим, карточку, которая увеличивает на треть хп. То есть он возьмет и поднимет... Гидра, ты чё, долбоёб? Да, у него же спам Гидра. Он... Это очень старый товарищ. У него, короче, ник не просто так спам Гидра. Потому что он спамит, и ты когда банишь его один аккаунт, у него сразу их 2 создается. Понял? Это его фишка такая. Короче. Поэтому и спам Гидра. Вот. Так. Ха-ха-ха-ха. Да-да-да, вот. Вот так вот. О чем я говорил? Так вот. Все никак не могу мысли закончить.
карточки юзай, допустим, увеличить на треть хп мобам, дать какой-то резист, сделать их быстрее, сделать их, я не знаю, что там, быстрее, толще и резисты дать. В принципе, все, что есть. Потому что чем толще моб, тем больше он базе нанесет урон. Соответственно, ты сделал больше толще их, они, во-первых, больше шанс, что они дойдут, еще и больше нанесут урона базе. Поэтому вот это вот конкретно, это у нас, ну, а забав будет, кстати, работать потом, после. То есть мы вот это вот все сделали. Spawn enemies. У нас будет где-то еще дополнительно висеть бонусы. Ходи. И они еще дополнительно будут навешиваться к статам вот этим всем. То есть, может быть, еще дополнительный плюсик навесится. То есть, возьмется процент от этого, треть, допустим. И сверху дадутся статы еще доп. Вот такая вот история. Потом какие-нибудь отключают половину башен. В рандомный момент этого как-то отключает половину башен. Я не знаю. Рандомный момент матча. Хотя откуда он знает? Блин, я зашел на эти аккаунты, а сообщения не отправляются, ты уже меня банил. Может, тебя YouTube забанил? Может, тебя YouTube забанил, слушай, за твои эти... Ты миллион аккаунтов создаешь, он, короче, тебя уже этот detected. Spam Hydra has been detected. В общем, поэтому вот эти коэффициенты, то, что они сейчас маленькие, они оправданы тем, что у нас... Ладно, пойду на Twitch. Ну давай, ну там агрессивные, там модераторы сидят сейчас. Что там страшно. Там уже не я могу дать бан, там уже они могут дать бан. Причем перматч. Так что там аккуратней. Так. В общем, проценты маленькие оправданные тем, что может влиять враг на это все. Потому что может влиять. Вот так вот, как же ты меня сбиваешь, я просто не могу. Зачем у меня же это так не знаю. Ну давай я тебе дам. Давай, сколько было? Минута была? Давай, 10 минут будешь? Тебе надо 10 минут? Давайте 10 минут дам. Давай 1 секунду тебе дам. Ты подумал, вот так у тебя. Так. Есть контакт. 30%. Давайте проверять, вообще работает, нет, вся эта история. То есть повышается у него эта вся штучка-дрючка или нет. Зайдем сюда, посмотрим на статы. Подожди, зайдем, посмотрим. Это я молодец, я же еще ничего не передал. То есть инициализация-то не произошла? Нет, нет. Значит, сюда мы include stat structs enemy data f enemy data, сюда принимаем init enemy character f player info data, принимаем этот, ее надо записать, ее надо записать. И я вот думаю, а это нам надо вообще? Что мы с ней делаем? Coins Reward. Coins Reward остается оттуда. А он нам, получается, вообще нафиг не нужен. Это DD. Давайте вместо него тогда fstat, f enemy data. По ссылочке обязательно. Блин, у меня ментипнет только что не работал, я включил другой, что ты говорил, я не слышал. Что это такое? Не слышал. Ну, потом в записи пересмотришь. Enemy data. Data. Я хочу создать, записать, запомнить вот эту вот часть. Записать ее хочу. Этот enemy data. Enemy data — это обязательная история. Теперь
таким вот образом. Ну, по константной я не вижу смысла передавать, мы все равно локально передаем. Поэтому нам пофигу. Здесь убираем проверку раз, убираем проверку 2. Поле, кстати, тоже можно убрать. Enemy stat. Enemy day, точнее. Так вот, опля. Достаем отсюда из enemy data, достаем stats. Назначаем его. И вот тут вот прикол. Подожди. И Hell's Current, он первый пройдется по нему. Я твою душу любил. Значит, это надо делать в конце. Как-то, а как мы в конце это все перебирать надо? Но Hell's Current у нас первый будет. Это плюс. Короче, нам надо, чтобы Hell's Max сказал, что Hell's Current как бы... Чтобы Hell's Current как бы был. Единственный вариант, который я здесь вижу, чтобы не придумывать какого-то прям супер этого, это вот такой. Тогда мы точно знаем, что вот здесь находится Hell's Max. А, мы же не знаем, что такое этот. Все, это не подойдет нам. Все, верни обратно. Давай я буду говорить слова на украинском, а ты будешь угадывать, что они означают на русском. Нет. Мавпа. Мне не нравится такая игра. Я не люблю угадывать. Так. Дата, статс нам... Давай лучше ты угадаешь, какой я сейчас бан тебе дам. Смотри, есть 1 секунда, 30 секунд, 60 секунд, 10 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 12 часов, 1 день, 7 дней, 14 дней. Слово мавпа буквально описывает тебя. Хорошо, я услышал тебя. Давай. Ну ты, короче, ты не будешь угадывать, да? Ну давай тогда вот так вот. Оп. Интересно, ему пишет, сколько там бан или нет. Сюрпризом, чтобы было. Так. Значит. Как бы нам найти его? Просто Hell's он первым найдет. Вот в этом прикол. То есть, либо мы просто-напросто сюда добавляем Hell's и заново делаем расчеты. То есть, кейс Hell's обычного. Hell's Current. Current. Но тогда он 2 раза сделает расчеты. Либо мы запускаем еще 1 раз, залазим в цикл и ищем именно Hell's Current. Но он первый. Дело в том, что он первый. Вот в чем прикол. Но это не точно, что он первый. Поэтому нам надо все равно в цикл залазить. То есть мы не можем по нулевому индексу обратиться. Это может быть проблемой. Если вдруг там что-то, короче, беда какая-то, то это проблема. Ладно, пока пусть будет так. Но это, конечно, ужасная история. Мавпа-обезьяна. Ты молодец. Давай тут тебе... Тут хочу другое, хочу какое-то другое. Давай вот тут вот так вот сделаем. Опля. Теперь попробуй отгадай. Я все рандомные буду давать. Никогда не узнаешь, сколько времени. Если, конечно, тебе не пишет, потому что мне не пишет. Сколько беда, но. Так, Resistant, Light. Есть, все это есть. Current сделали. Теперь мы передаем вот этот enemy data сюда. Вместо DA. И здесь все работает. Статы он обозначит, set stat сделает. Все он это обработает. То есть все статы назначит, все эти назначит. И ты запустит. Все сделает. Единственное, что теперь нужно записать. Вот этот вот. Вот этот вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Enemy data. Enemy data. Вот так вот. Все. Ну, можно тогда уже к своему обращаться, нежели к этому.
Все было. Инфодата. Теперь вроде бы работает. Не, мы пока ничего не будем делать. Мы запустим его. И мы там на какую-то волну посмотрим. Failed. Это прекрасно. А где failed? Где failed? А, вот, enemy character, coins, rewards передает. Не-не-не. Ты же отсюда его достаешь. Так вот. Плюс обращение из структуры быстрее происходит. Видите, как хорошо. Чем из датаста его тянуть. Так, ну погнали. Я не знаю, как оно будет сейчас теститься, но посмотрим. Давай, раз, два. Раз, два. Все, там такой процент, что... А, по коинсам мы сейчас поймем, точно. Он два коинса. По одному коинсу пока дает. Надо третью волну ждать. Раз, два, раз, два. Я понимаю, что можно логи, точнее не логи, а брейкпоинт открыть и посмотреть, что он там считает. Но так неинтересно. Нет. 5, 4, 3, 2, 1. Это сейчас третья, да, волна? То есть он сейчас две, по идее, должен дать. 7, да, дает 7. Хорошо. То есть код сработал. Он сработал. 4. Ну Angry. да, 4-й Angry Cat, который... Еще бы надо было бы между волнами уменьшить время, чтобы как-то побыстрее все это... Ну смотри, вроде дальше, да, начали доходить мопцы. Нет? Нет, да нет. И вроде быстрее. Кстати, мы... А, вот, мы же добавили этот. Да, приближение. Ой, я тут башенку ткнул. Давай я этому ткну. Случайно так получилось. А это как получилось? А как это получилось? А кто это сделал? Кто мне испортил все? Почему оно считает его теперь заново? Бред. Ну ладно. Я жду все, когда мопцы дойдут до этого. Ну, типа, короче, мимо пройдут. Хотя третья башню поставил. Это было зря сделано. Надо добавить команду Mavpa, чтобы на экране появлялся Данаэр. Данаэр. А как это добавить? Данаэр появлялся. У тебя есть фотка Данаэра? Да и нельзя тем более такие фотки ставить. 5. Саунд. Soundcat. Ну 5 из 5, смотри, ты к успеху. А почему вот он сейчас это сделал? Смотри, 0. Я понял. Я понял, в чем ошибка там. Вы поняли, в чем ошибка там? А я понял, в чем ошибка там. А, плюс же еще надо скорость спавна их увеличивать. Вот это мы не подтягиваем. От волны. То есть брать стандартные какие-нибудь раз в 3 секунды. Тоже умножать их на волну, деленную на этот самый. На 50, я не знаю, сколько сделать их. Но они вроде быстрее стали идти. Конечно, разница небольшая, но они быстрее идут. ХП растет у них, конечно, прям, мягко говоря, да, слабо. Мягко говоря, слабо растет ХП. ХП надо поднять, может, до 50, не 80, а 50 сделать. Так вот, вот этот вот счетчик появляется, потому что у нас учитывается, когда последний враг был
А он еще в массив нового врага не добавил. То есть пока доспаун уже убивает его до спавна. Поэтому эта проблема возникает. То есть нам надо посчитать вот эти вот все истории до запуска, сколько он должен будет отспавнить мобцов. До запуска он это все считает и отправляет Надо, в этот. чтобы А там Айрос, уже они все. могли мастерить лестницы и перелезать через стенку сразу к базе. Сразу к базе. Гениально. Слушай, ну ты знаешь, что ты, кстати, проиграл? Так, ну что, мы ждем, когда оно дойдет, или все, хватит играться? Все, третью башню надо было ставить, тогда бы... Идите нахер! Я типа не ждем? Или Нахер! что? Он, кстати, уже по 4 монетки дает. А почему по 4 монетки? А, потому что... Не, подожди, а почему по одной изначально давала? Уже 9-я какая-то там пошла. Это моя реакция на проигрыш. Понял. 98. 202. Ну давайте до 500 монетки подождем, посмотрим. Немножко осталось. Сейчас плюс 1 монетка еще будет. Я думаю, в гейм-моде ты можешь ускорить игру. В смысле, чтобы быстрее шли. Ну, можно сделать инструмент. Забинди на что-нибудь ускорение. Ну, вот это да. Ускорить этот самый time dilation, вот этот сделать. Там же у них есть time dilation, он единичке равен. Или этот можно сделать его быстрее. Условно x10. Time dilation. Ну да, можно сделать такой этот дебаг этот. Может, полезно будет. Давайте тогда сейчас в этот в брейкпоинт залезем сюда, посмотрим. Пока он там делает. Вот сюда заберемся. И посмотрим, что там в enemy этот находится. Ну, погнали. Думаю, в гейм-моде есть Global Time Dilation. Да, есть. Есть, все это есть. Enemy data. Вот enemy data. Coin rewards 5 уже. Name test, stats, health current 23.25. Он 3 хп за это время дал, ну. Да. Резисты увеличены. Resist fire. Он 10.64. И прочее. Ну да, хп растет, короче, медленно. Окей. ХП растет медленно. Но можно сделать и волна, чтобы была плюс волна. То есть не просто умножение именно на волну, а дополнительно вначале добавить волну к ХП. То есть, а потом уже от нее брать дополнительные проценты вот эти вот. То есть вначале добавляем для волны. Но это Speed Movement будет тоже эта вся фигня работать. Нас это не устраивает. Надо немножко сдвинуть его. Но я пока сделаю только вот так вот. Вот так вот. Резисты прям очень сильно слабо растут. Ну, давайте 190 сделаем вот так вот. Я понимаю, что там почти ничего не изменил, но тем не менее. Хорошо, надо исправить баг вот этот, когда они идут. И плюс сделать time делать он. А можно это сделать здесь где-то тестовое, чтобы просто тесты были здесь и все. А где у нас гейммод? Кто видит? А ну глаза пошире. А вот он. Ну типа вот этот вот кей, я не знаю, P пусть будет. Или он не обрабатывает события нажатия на кнопочки. Он не обрабатывает. Баг. Он не обрабатывает, геймод не обрабатывает time dilation, time. Set global time dilation у него есть.
Но если у него есть, то, может быть, и, кстати, у нашего Павна будет. Set Global Time Dilation у него есть, вот. Где тут мы вообще находимся? Давай. Дебаг. Кей. KP. Давай флип-флоп. Шлепнем. Time Dilation. Первый сколько сделаем? 10. Второй Time Dilation сделаем 1. Time Dilation сделаем 1. Давай P. Жух. А, типа там же ГГ произошел, да? Или что произошло? Подожди, а ну еще раз, давай, раз. Давай, ставь. Башня, 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 башня. Жух. А что по не работает? А, потому что это должен запускать сервер, точно. Ну вот, да, все работает. Видишь, как все просто оказалось. Как все просто оказалось. Это гениально. Это гениально. Что бы я делал без Дендеракла? Сидел бы ждал. Да не, я бы додумался рано или поздно до дебага. Тут у меня вот эти вот дебаг вещи поделать. Для меня это сложно перейти на эту мысль, что надо сделать. Для меня что, сидишь, типа трендишь, что оно само там играет. Желтые пчелы вылетают за стенку. О, вылетают. Это не желтые пчелы, это этот вылетает, как его. Фаерболы. Но 500 мои, они еще пока держатся, смотри. Я не знаю, какая волна, у нас нет. Этот самый, кстати, надо сделать, чтобы отчет волны был еще. Показывалась волна. Но опять же, это без учета того, что пакость нечистая. Но и опять же, это без учета того, чтобы 2 башни стоит. Мы вообще ничего больше не ставим. Вот это приколюшка. Понимаешь ли. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-п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 иу. Ну, почти, смотри, почти доходят уже. Или нифига. Я, наверное, сейчас немножко другую вещь сделаю. На Time Dilation будем немножко по-другому делать. Ну да, рост очень маленький. Надо делать то, что я говорил. Этот может быть и оставить скорость именно, чтобы она постепенно росла, а именно вот так вот, по чуть-чуть. А вот этот, как его, сделать больше. Подожди, а скорость-то скорость. Подожди. Скорость, походу, у нас вообще не растет. Item value stat. Растет скорость, все правильно. Так вот, что по поводу дебага, где у нас тут вот этот main pound, смотри, что я хочу сделать. Я сделаю не так, я сделаю иначе. У нас есть дубликат. Дублируем вот это вот. А что, тут так нельзя в дебаге, да? Дебаг. Окей. А я хочу эти поставить. Шел я нафиг, да? Значит, О будет. Окей. Значит, О это будет уменьшение, это увеличение. Get global time dilation add единичка set. Подожди, увеличение это на P. Сюда идет.
Уйди. Субстракт. Единичка. Таким образом мы можем его это самое контролировать лучше. А еще print string. Print string вот эту часть сюда. Чтобы мы что правильно понимали, что мы там понадобляли. Раз, давай, два. Раз, два, все. Погнали. P. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Давай. А, все? Типа, Unreal больше 21 не воспринимает. Ну как? Ну ладно. Пусть там клам стоит. Я думал, сейчас x1000 сделаем какие-нибудь. И все. А так вот. Но формулу-то я не изменил, что толку-то? Понятно, что мы сейчас быстро дойдем до того момента, но... Сколько там? 2000, по-моему, золотых было, коинсов этих. Ну окей. И самое интересное, что мы можем сделать, это вот так вот. Что как-то счет у него пошел. А, 0 это стандартный, типа, вы поняли? Вот полетел. 2. И 0,1. Интересный он товарищ. Вот так вот, короче. Ну окей, для дебага есть, А почему хорошо. чел вылетел? Это не чел вылетел, это Fireball вылетел, потому что удаление объекта происходит на сервере, и он пока не скажет этому, что тот объект удален, он не этот самый. А за счет того, что time dilation-то увеличен, но скорость передачи информации-то не увеличена, вот, там не чел вылетает, там Fireball вылетает. Он летит в сторону чела, чел уже умер, но Fireball дальше летит. Потому что он летел пока, чела уже убили, он полетел дальше. Чел вылетает. Это Fireball вылетает. Или там чел вылетал именно? Что я видел только, как Fireball вылетали. Ладно, это такое дело. Надо исправить моментик с этим и все-таки добавить значение к ХП. Значение к ХП добавить. Соответственно, movement speed у нас остается точно такой же, а вот эта вот часть. Значит, этим можно дебажить предсказания. Не понял, каким образом. Но предсказание в том случае можно дебажить, если... Подожди, если он все равно это тут управляет, у тебя там происходит этот всего лишь. Ничего не понял, короче. Очень интересно. Вот этот статс, нам нужно вначале его увеличить на волну. То есть enemy вот этот дата. Первоначально он берет, добавляет себе current wave number. Так вот. Чтоб на клиенте уничтожать Fireball, не дожидаясь команды. На клиенте не существует фаербола этот самый, он существует на сервере. Сервер тебе передает лишь вот эту вот, как его, копию. Ну, это не копия, но это вообще копия, и она как бы не существует в этом самом. То есть, как бы, занимается удалением объекта в любом случае сервер. Ты не можешь у себя удалить объект, и чтобы на сервере он был, а у клиента он не был. Ну, точнее, именно в том случае, короче, так не можешь сделать. Ты можешь так сделать, ты не можешь так сделать. Все правильно понял. Так, и мы тут брейк должны сделать. Вот. И мы тут... Знаешь, что такое демагогия? Да. Current wave data, number, wave number. Конечно, очень некрасиво, но что поделаешь? А, подожди, а что поделаешь? Мы же можем здесь это записать единожды, правильно? Правильно. А, нет, ну вот это вот мы можем записать.
использовать. Правда, он в других Ну случаях. так ты же не понял, использует. что я имел в виду. Я понял, что ты имел в виду, но я не понял, что ты имел в виду. Так, одну секунду. Секунду. Короче, мы можем это заранее, да, посчитать. Нам вот здесь вот один раз. Но это будет для красоты, но для оптимизации не очень хорошая история. Потому что это используется только в 2 случаях, 3 случаях. Эти расчеты. В остальных случаях это как бы не используется. И мы просто-напросто зря будем расчеты вести. Это плохо. Очень плохо. Поэтому вот так вот. Вот это плюс волна. Все, нас устраивает. Сейчас еще надо починить то, что враги, которых нету, еще не отспавнились, а они уже Next Wave начинают. Так, давай, поехали. Но я же сохранил его, да? Да, сохранил. А че он стопнулся? Они уже дошли, что ли? Подожди. Еще раз давай. В смысле они дошли? Давай, раз, два. Раз, два. И оп, 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 оп. А, это потому что я у этого меняю. Подожди. Так, раз, два, раз, два, раз, два. Там 30 монеток было. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Давай, до 30 монеток еще далеко. А теперь близко. Тихо. Ну вот, они уже дальше доходят. То есть волна работает. Вот это вот. Оп-оп. 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 40. Они уже дальше доходят. Там 30... Ну, короче, там что-то сломалось. Ну все, сейчас вот, походу, не хватит. Смотри, не успеет. Спаун мы не настроили еще, точно. Уже медленно все это делают. 2 часа ни хера не сделали. Прекрасно, я считаю. Трандели в основном. О, тихо, 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 тихо. Чувствуете, чувствуете, смотрите, уже дальше пошли, пошли, пошли дальше. Все равно, блин, медленно. Все равно, блин, медленно. Хотя, с другой стороны, там же проценты даются. То есть процент растет от волны. И он же добавляет еще и начальное значение увеличивает. Соответственно, каждая следующая волна дает гораздо больше, чем просто процент, короче. Что увеличивается начальное значение и плюс этот. Вот, пошел процесс. Давай еще ускорим. Смотрим все-таки, куда дойдет. Enemy yes. Давай еще быстрее. Давай. Ждать не весело. Жух-жух-жух. О, уже доходят, смотри как. Они доходят. А, это они их успевали, да, убивать, типа. Или нет?
Или как? А никого они не успевают добивать. Все, они доходят. Но у нас что-то отвалилось этот. Типа... Или мы там закомментировали, он типа не выбрасывает его. Он же дестрой не делает, он ничего не делает. Ну ладно. Есть контакт, то есть они становятся жирнее, они проходят и прочее, прочее, прочее. Единственное, что можно сделать, это скорость им лучше дать вот так вот еще. Скорости чуть побольше. Так. Проблемы со спауном решать. А где у нас спаун происходит? У нас здесь спаун происходит, правильно? Правильно. Плюс вот эта вот часть нужно сделать. Значит, 3 деленное на 100 умноженное на время плюс 3. А ну-ка, 3 деленное на 100 умноженное на... Не. Если он будет важно отнимать его. Мы же должны разделить волну. Current wave data, wave number, вот этот. Wave number, деленное на 100. 3 минус вот это вот. Это я сейчас вынесу. Понятно. Минус вот это вот. Умноженное на 0f. Ну, типа базовая эта штука. Но он тогда идет до нуля рано или поздно. Через 100 волн он дойдет до нуля и просто их начнет спавнить как бешеный. Вот. Spawn speed equal spawn speed. Вот сюда вот добавим его. Spawn speed. Есть такая история. Еще раз. Это он получит 0.3 сейчас. Он должен взять и от 3.0f минус вот это. Что мы получаем? Мы получаем следующее. Мы единицу делим на 100,00001 получаем. Получаем процент от 3. 1% от 3. И отнимаем его от 3. Отнимаем его от 3. То есть через 100 вол они будут спавниться бешеные. Что-то вот так вот. Значит, fmass lamp double типа x. То есть текущее значение. Минимальное и максимальное следующее. Минимальное это 0. Ну, давайте каждые полсекунды это уже много. А максимальное значение 3.0. Закрыть скобочку. Вот. Такая вот штучка-дрючка. Мы берем, высчитываем и передаем. Ускоряем. Изначально 3 секунды, каждые 3 секунды спаун идет. И через 100 волн. Ну, там чуть быстрее, чем через 100 волн получится. Это сколько? 80? Он до 0.5 доберется. Будет 0.5 всегда выдавать. Все. Я бы, наверное, сделал вот так вот для самого, для визуального. Ну да, так попроще. Мы понимаем, что вот это вот отнимается от этого, а тут запятая стоит. Так визуально просто проще, легче. И все. Так, это мы скорость. Теперь тут то, что я говорил. Вот этот вот Namides. Так, End Game. Quit Game, кстати, есть. Players Array.
каждого делает. А он проверяет его в PS, да? Enemy death, enemy empty, enemies main GC. Он запускает enemies empty. Вот оно в чем прикол. Здесь он добавил add enemy, но дело в том, что по-хорошему нам надо передать общее значение. Еще и общее значение передавать. Так, а ну давайте сделаем перерыв, как раз время, и это самое. Опять 10, максимум 15 минут продолжим, окей? Продолжаем. Что ты там, Дендракла Джейсонишь? А? Чё за Джейсоним, а? Что это такое? Короче, я вот думаю, как эту всю историю исправить, потому что enemies to spawn, вот у него больше нет enemies to spawn. И вот по-хорошему, коли у него есть... Дата enemy to spawn, ну это фигня, его спросить, конечно, один раз enemy to add enemy. Вот здесь вот самый простой вариант это сделать вот здесь, то есть дать ему флаг, что, мол, типа все уже как бы last enemy, be is last enemy, true. Он берет и передает вот эту вот информацию меньше, то есть она либо равна вот сюда вот в add enemy. Когда мы добавляем, мы еще дополнительный флаг передаем, то есть последний это enemy или не последний. И если последний enemy мы передали, и там мы просто снимаем флаг, что это false изначально. Точнее, даже нам не надо снимать постоянно. Он же всегда будет false передавать туда. То есть false. И когда он передаст, что это true, там будет true. И новый enemy не заспавнится, пока не начнется новая волна. Кстати, хорошая история, нам не надо ничего мудрить. То есть мы обычный булл передаем сюда, и все, и жизнь прекрасна. Смотри, вот так вот, оп. Add enemy открываем. Вот здесь вот булл. Потому что у нас PS это занимается очищением. Вот здесь вот дополнительно мы спросим, be is last enemy. То есть у нас последний enemy уже вышел или нет. Be is last enemy, bull be is last enemy. Давайте вот так вот, last enemy. Be is last enemy. И теперь, пожалуйста, мне... Все, есть. И я хочу... Знаете, что я хочу? Я вот здесь хочу bull be is last enemy. Тут true, приветствую. Last enemy. Утречка. Утречка. Be is last enemy, бла-бла-бла. Вот здесь он добавляет, и вот здесь я хочу equal be is last enemy. Be is last enemy. Ну, я uint, наверное, не буду делать, чтобы он туда-сюда его не драконил, так как это в единственном экземпляре у нас... Ну, короче, если еще появятся буллы всякие разные, тогда мы подумаем над этим. Если нет, то нет. И дополнительно просто-напросто вешаем сюда этот самый или, точнее, и вот этот вот, если true. Если это уже последний enemy, тогда мы очищаем. Если нет, то как бы это не последний enemy, значит еще будет происходить вся история. И все. Смотри, а это действительно все. Одним буллом обошлись, смотри. Прям красиво так именно, чпок. Это пока не работает. Потому что вот эту штуку надо вверх отнести.
сюда. Вот. Так вот. Теперь это все будет работать. Давайте собираем и смотрим, что как работает. И вот это, наверное, надо вообще обернуть в метод какой-нибудь calculate, типа, короче, calculate какой-нибудь сделать, чтобы это в отдельном методе было. А это потом, когда будем добавлять еще сверху логику. А, блин, надо поближе поставить. Давай поближе поставим. Не, давай заново. Еще и там поближе поставить. Он там и там его как бы сломал. Ну давай. А может быть сейчас, кстати, вообще башни не будут работать. Сейчас посмотрим. Оп. Успех. Это успех. То есть, если спавнится в этом, они не триггерятся. Ага. О как. О как. Ну да, вот они убивают, и не было никаких этих. То есть старта не было, все идеально, все круто сделано. Вот они ушлепали этого. И как бы новый ресается, и все есть. Кстати, а что по скорости реса? А он уже прошел мимо. Ой. Здесь ты должен добавлять. А, наверное, все-таки там чувачок проходит, да, не этот. Ну, короче, он его удалять. Не это самое, не удаляет. Быстро так не успевает. Может, это все-таки фаербол был, не знаю. Но вроде частота появляется, да, то есть они как-то спавнятся быстрее. Пью-пью-пью-пью. Хорошо. А все равно слабенько, может, золотишко будем давать меньше. Меньше золотишка. А вот тут не 3 сделаем, а 4 пока что. Ладно, давайте 5. Каждые 5 волн, чтобы мы понимали, что сам вот так вот. Есть. Так, спавны мы починили. То, что башенки не стреляют. Чем и как это делать? А как это сделать, чтобы башенки стреляли? Ауф. Ауф. Ауф, ауф, ауф. Ауф. А как? А как? Begin overlap не срабатывает.
Без понятия. Ну, давайте этот изменим сейчас. Ему этот, допустим... Все не изменим, а спрошу. ГПТ. Это частый случай, когда актор рождается уже внутри коллизии, события Begin Overlap не вызывается, потому что движок считает, что оверлап уже есть с момента спауна. Почему так? Оверлап есть только при переходе из состояния не прикасается. Если враг появился прямо внутри сферы, такого перехода не было, ивент не вызывается. Проверить оверлапы после спауна. Так это у самого актора проверить. Нет, что толку-то? И вызов можно сделать сразу же после спауна актора. Overlap actors. Не-не-не-не-не-не-не. Используй on component beginner плюс начальную проверку. Подписываешься на on component, как обычно. Плюс при спауне врага вручную проверяешь get overlap actor. Вызываешь свой метод. Что? Не, он не понял. Надо переспросить его. Так вот, спрошу его. Это актор спавнится внутри коллизии сферы, события владельца. Почему так происходит? Begin генерируется только при переходе. Это понятно? Вариант решения. Проверка через on component begin overall плюс начальная ручная проверка. После спавна врага можно вручную проверить пересечение. Но ты мне предлагаешь врага самого проверить. Но мне это не враг нужен, я тебе сейчас дам больно. Я ничего не понял, что от него хочу. Я надеюсь, теперь он поймет. Ему доступно объяснил, что от него хочу. Почему так? Ну так, это понятно. Проверка вручную после спауна. Когда ты запомнил врага, сразу проверить все коллизии башни. Вот им... Вот я ему написал, что вспомнится враг. Он мне говорит, что в башне на Begin Play вызывай get overlapping actors.
Так, update overlaps есть. Get capsule component. Update overlaps. А ну-ка, на микроактер. Begin play, get mesh. Или get capsule. Мгм. Components. Там не капсуля должна быть, там что-то другая история какая-то. Капсуль компонент. Вот так вот. Что там? Update. Update overlaps. Серьезно, есть такой метод. Может быть, даже не на begin. Ну ладно, пусть будет пока на begin play. Давайте посмотрим, чем он закончится. Привет всем! Привет. Привет, привет. Ничего не помогло. О-о-о. Да-да-да. Generate. О, подожди, что еще раз? Говорит, есть такая штука, как Generate Overlap Events. Hit Events. Overlap Events, это и так понятно. На даче хорошо, еще Попова в водоеме. Рыбку словил и сейчас кайфуем, скоро шашлыки будут. Ну ты, конечно, это самое дразнишь, да? Generate Overlap Events. Show the exhibit events file object. Wake Events только есть. Generate or simulate hits events, это не то. Wake Events, я не знаю. Давай Wake Events попробуем. Не очень понял, что это, но в общем, смотрим. Это успех. Simulation Events. Но это тоже не то. Угу. Мягко говоря, не то. Говорит, лучше комбинировать 2-3. То есть башня в begin play проверяет всех врагов вокруг. Я не понимаю, это он тупит или я что-то не так-то. Я ему четко написал, что враг заспавнился. Не башня заспавнилась, враг заспавнился. Давай допишем.
Конечно, на улице 23 градуса, но все равно хорошо. Конечно, через часа 2 дождь хороший обещают. О, это вообще кайфово. Под дождик по это самое посидеть где-нибудь, там шашлычок поесть. Только успеть надо. И готовить уже шашлычок. Сразу после спауна проверить оверлапы вручную. Да, нас скоро заменит АИ. И этот. И нас скоро заменит. Он не понимает. Вызвать врага, принять апдейт оверлапс. Сразу после спауна это не помогает. Это не помогает. Может быть, после инициализации его шлепнуть. Вот этот апдейтс. А не на begin play. Ну, как вариант, можно не давать им просто там спам. Строиться там нельзя, сетка запрещено. Ну, это ж ненормальная история. Это же ведь ненормальная история. Да. Ой, я твою душу любил. У меня 0 идей, без понятия, как сделать, чтобы он человечески себя вел. Делал то, что должно. Без понятия. Я говорю, тоже как остыльная история, это просто не строить там. Начать заниматься сеткой, во-первых. Сейчас сетку делать. Или сейчас не сетку, подожди, что-то мы еще хотели сделать. Тут. А что делаешь? Я пытаюсь понять, как исправить. Вот у нас есть башенка, у нее есть сфера коллизии. И если в этой сфере, внутри этой сферы коллизии спавнится актор, то не срабатывает триггер Begin Overlap. Как сделать, чтобы он срабатывал? Вот. У меня там башенки в таргет ловят. В таргет ловят от этого. Мастер. Они-то ловят от этой сферы, вот это вот, но она больше становится, понятно, что там с параметром притягивается. То есть зашли и вышли из нее. И если в нее как бы не было триггера, что кто-то зашел, то это не таргет. Вот. Поэтому тут вопрос. Вопрос, однако. Тут, однако, вопрос по поводу того, что как вот как, потому что то, что советует ГПТ, что-то оно не работает, во-первых, а во-вторых, он вообще не понимает, он
понимает. Он думает, что я башню На спавню. спавне проверять, если с кем-то коллизии. Не самого, не enemy должен проверять, а башня должна знать. Вот враг заспавнился, и ты туда же, ты как ГПТ. Это самое. У нас есть сфера башни, сфера башни. И внутри нее кто-то заспавнился. И в момент вот этого, если кто-то заспавнился, не работает этот самый, как бы не работает триггер. Проверять, если с кем-то коллизии на спавне, ты не можешь, ну как, она все подряд словит у тебя коллизия. Или ты хочешь, чтобы enemy сам сообщал при старте коллизии, обращался. Ну, это можно сделать, но что-то какой-то вариант очень такой. В идеале просто галочка какая-нибудь где-то включается здесь, типа, мол, у enemy включается галочка, и все. Геймдизайна тогда сделать так, чтобы не спавнились где не нужно, чтобы отрабатывала логика как нужно. В студиях часто к этому прибегают. Ну да, но это же костыль, но я помню, ну как, я-то эту идею высказал уже, что просто-напросто они не, ну, то есть башни строятся как бы до того, как это самое, мопцы будут появляться. Но тут есть нюанс в том, что, короче, в том, что башенка-то сама по себе может быть радиус увеличенный, то есть это прям от максимума надо брать, потому что если мы прям у начала выставим, короче, это какая-то странная фигня, это отдалять вообще в космос, что ли, этот спавн. Это такая сомнительная история. Ну вот у башен есть радиус. Я хочу, чтобы он менялся, то есть в зависимости от улучшения башни. Понятно, что мы можем контролировать его. То есть, да, там, допустим, максимум 50%. Мы понимаем, там, если самая ближайшая точка вот это вот, плюс там максимальный радиус, который есть, плюс еще 50%, который улучшится. И вот мы понимаем, где мы можем поставить его. Но, блин, это же костыль. Это, ну... Я знаю, как сделать программное, да. Но это тоже не очень хорошо. Спавни в нули и телепортируй куда нужно. Логика будет работать. Вот это интересный вариант. А вот это интересный вариант. Вот это интересный подход. Но это же костыль. Это же костыль, но это рабочий костыль. Подожди, этот костыль мне нравится. Где у нас здесь спаун происходит? У нас спаун происходит. Get player data, бла-бла-бла. Вот тут он локацию получает. Но будет незаметно для игрока. Ну да, потому что это сейчас все в одном этом произойдет. Смотри, что мы делаем. Enemy. Ну, это спасибо, это хорошая идея. Ну, это очевидная идея, но это хорошая идея, видишь. Set actor location. Оп, а вот здесь вот. Еще до инициализации, до всего этого он получает вектор. Такую вот историю. Ну, давай смотрим. Правда, я не помню, где у меня там нулевые координаты. Но это тогда надо нулевые координаты, как бы, видишь.
держать в этом. Где-то подальше, чтобы они не спавнились в других местах. А ну давай раз, два. Ой, там где-то... Ну, неважно. Вектор, Zero Вектор. Ну да, кстати, даже быстрее будет работать, да, сейчас. Не работает. Так, там же есть дополнительные параметры, которые он у себя принимает. Свип вот этот, потом hit результы какие-то страшные. Телепорт type. Телепорт type. Но, во-первых, почему он его не за set actor location не сделал? Почему он не сделал set actor location? А? То-то же. А в аутлайнере появляются новые акторы. Сейчас посмотрим. Вот, потому что может быть этот, как его, лайфкодинг что-то не то сделал, еще я не доверяю ему. Лайфкодинг это зло. Сейчас глянем. Сейчас на все мы глянем, сейчас мы все посмотрим. Сейчас все будет. Будет. Сейчас все будет. Будет у нас... Так. Failed because of collision of the spawn location. Подожди, а у меня не always spawn стоит там. А у меня вообще ничего не стоит. Он, наверное, из-за коллизии не спаунится. Spawn actor parameters. Вот это тут. Где rotation? Вот rotation и factor spawn parameters. Он же ignore collision у него не стоит. А мы разве не можем самому актору задать вот этот тут always spawn, ignore collision вот здесь? Always. Use network, always check, always create physics state, ignore collision. Нет такого у него, да? У актора именно. Ладно, это только этому тогда задавать. Ну вот, может быть, из-за того, что он не игнорирует коллизию, там в логах он пишет всякие гадости, что неправильно, типа. F actor spawn parameters. F actor spawn parameters. Parameters spawn param. Spawn param. А я там помню, как будто бы этот самый... ГПТ, давай. Пусть понимает.
что я написал. Так. Если так, первый правильно я выудил с него, это точка спавн, вот этот collision handle equal e spawn. Always spawn. Аккуратно из своего окна наблюдаю, как сосед орет на свою собаку, убирая со своей машины мое дерьмо. Зачем ты ему насрал на машину, Дракл? Зачем ты человеку на машину насрал? Что это такое? Я на всякий случай перезапущу. Что это такое, Дракл? То есть ты шел, взял, насрал человеку на машину и пошел дальше? Это как? За неадекватное поведение. А то если двоечку тебе кто-то даст. За это не? А нефиг громок музыку слушать. Это новый метод какой-то у тебя применяется. То есть для громкой музыки это на машину насрать, а типа если что-то не так сказали тебе, то двоечка. У тебя какие-то методы интересные по взаимодействию с людьми. Двоечки на машину наложить. Это как-то что-то как-то это да. Это тоже не работает. Это нам ничем не помогло. Башенки все равно не стреляют. Есть еще один вариант. Это когда мы делаем set actor location, вот этот. Вообще, анекдот про дерьмо услышал в воскресенье. Показалось очень забавным. И ты его решил в жизнь воплотить? Или это не связано с местью твоей за музыку? Когда мы устанавливаем вот этот вот set location, у него здесь в других параметрах есть вот этот вот sweep, и там телепорт есть. Телепорт это означает, что он его будет, короче, там постепенно можно сделать, чтобы он, короче, не четко появился в этом самом, а как будто бы именно вот вжух прошел, поняли, да? И вот этот вжух можно сделать. Можно сделать. Решил поделиться с тобой способом мести. Молодец. Короче, можно сделать false, потом 0 pointer. Способ вместе интересный, конечно. E-телепорт. Телепорт type. А что тут у нас есть? Nani, reset physics, teleport physics, teleport physics body and reset physics state completely. Вот это похоже на наш случай. Телепорт physics. Что это значит телепорт physics? Телепорт physics body to that velocity remains the same and no collision occurs. Так. Я запутался. Ну давай вот это будет. Сейчас все попробуем. Просто потыкаемся. Просто потыкаемся. Раз, два, давай. Раз, два, три. Ага. Понял. Понял. Это не подошло. Давай следующее. Что-то у нас есть. Телепорт с физикс. Телепорт физикс. Вот звучит, конечно, многообещающе, но есть предположение, что он сейчас просто туда их не поставит. Ну, типа он упрется в какую-нибудь залупу и все. И он где-то там будет в нулевых координатах. 4, 3, 2, 1, давай.
Ну, в голове только одно, это, я не знаю, при спавне как-то, типа... Кто знает, что при спавне. Вот это все нафиг не надо. Телепорт, это, конечно, здорово. Это великолепно. Но по факту он нам тоже нафиг не нужен. С таким успехом. Ну, это не работает, короче. То есть классная идея. Идея классная. Она не работает. Либо я что-то не так сделал. Тоже вариант есть такой. Так. Ну, вот этот ignore always spawn. Вот это вот. Ставим. Possible but always spawn. If possible, but all... Если коллизия пытается сдвинуть, но все равно спавнит. Just if possible, but... Ну ладно, пусть будет. Короче, это мы оставляем. Но это мы... Ой, дырка. Это мы оставляем. Так. Короче, какая идея? Он словит ее или не словит? Дело в том, что... Что произойдет, если мы стрельнем этим? Допустим, мы создадим сферу вокруг enemy. И стрельнет он ее. Он вот это вот у башни, он словит ее или не словит? Вот эту коллизию, если он внутри нее. Или нифига он не словит. Или словит. Думаю, если он ее словит как отдельную компоненту. Где ее коллизия? World Dynamic. Она оверлапится только с enemy. А этот у нас enemy идет. Enemy. Можно стрельнуть по той коллизии, если она словит. Ну, блин, это все какие-то... Ну, это все костыли какие-то, блин. Мне не нравится это все. Очень сильно. Очень сильно. Ну, в голову только приходят всякие эти, как их, ну, короче, всякий бред, типа
там как-то его подвинуть на дистанцию, потом вот это вот, что за пределами его, что-то как-то вот эти вот штуки, ну, заспавнить. Еще есть вариант. Еще есть вариант уже вообще великолепный. Мы просто берем, у нас есть дистанция, вот эту вот коллизию вообще убираем у башни, где тавер наш. А ну, тавер мастер. Вот эту коллизию вообще убираем. Коллизию убираем, спаун проджектайл. Ой, твой ебать, спаун проджектайл. Так, второй клик. Begin overlap, вот этот вот, который коллизия. Тавер радиус компонент, этот убираем его. У нас есть этот радиус, и мы просто запускаем таймер, который раз в промежуток времени кого-то ловит. Что толку от того, что он ловит его? Надо логику вообще переделать. Спрашивает дистанцию. Тогда он будет ближайшего атаковать. Это надо сравнить. Это такой бред получается. Это такой бред. А можно еще интереснее сделать. У каждой тавер может всех энеми знать, а всех энеми бегать по всем энеми. Он же может получить доступ. У него есть овнер вот этот. Он может получить доступ ко всем энеми, которые заспавлены к этому массиву. Узнавать дистанцию между ними. Тот, кто первый дистанцию сократил, он добавляет его к себе в массив и стреляет. И перед выстрелом тоже спрашивает дополнительно дистанцию, если он узнал. Короче, то есть такая порнография лезет в голову. Это просто ужас. То есть, ну... И мне почему-то кажется, что есть какая-то галочка условная. То есть, которую ты ставишь, и он будет работать. Почему-то мне так кажется. Но это все не точно. Это все не точно, это все не точно. Короче, забьем, пока пусть будет далеко. То есть мы рассчитаем там, как ставить сетку, когда будем делать. Вообще надо начать сетку делать. Потому что у нас? У нас спаун есть, этот есть. Сейчас башнями заниматься. Но коли башнями заниматься, надо на сетку. Сейчас сетка мне вообще не нравится. Она... ну, это надо все подстраивать под эту сетку. То есть вот у нас тут поставились, тут у нас они по-другому поставились. Они не одинаковые. Это очень плохо. Это мне не нравится вообще. Вообще мне это не нравится. Соответственно, мы можем вот этом packet level... packet level акторов не воспринимается. Что за сетка? Ну, башни по сетке ставить, чтобы... Сейчас сетка рассчитывается от нулевых координатов, там она делит его, рассчитывает, короче, 100 на 100. Ну, сейчас идет, по-моему, 200 на 200 даже. Кубик рисуется, и он в этом кубике, в центре этого кубика берет и ставит башенку. Вот эту. Но за счет того, что сетка от нулевых координатов, мне, получается, всю свою вот эту вот конструкцию надо подстраивать под нее, туда-сюда двигать. Ну и дополнительно у нас там проверки идут на этих. На... Сейчас когда больно. На этот... навигацию, которая, кстати, уже нам, по-моему, сейчас не нужна. Если без навигации все будет работать. И также на то, к кому принадлежит вот эта вся история. То есть... А что я предлагаю сделать? Сделать просто актора, сетка, типа цел. PP-цел будет. Который... мы просто расставляем их. Аккуратно взяли, расставили по карте. Их не видно. Соответственно, у нас не обязательно там этот... Мы можем так вот делать. Где-то там поставить наверху, где-то внизу одну выделить. То есть вот так вот. Там, где захотели, там и поставили. Вот такую вот сетку сделать. Но я... Ну и там дальше поставили, не поставили. Мы в сетке храним у нас башенка, не башенка там. То есть мы понимаем, нажали ли мы на сетку эту.
а не на башенку. То есть башенка вообще не без коллизии сделать, башенки. Актор куб, который математически высчитывает возможные позиции внутри себя. Там ничего не надо высчитывать. Вот. Башенки вообще без коллизии в плане тыка на них. Потому что мы тыкаем не на башенку, а на этот целый. И он как раз-таки, если там башенка есть, то он откроет эту менюшку и возьмет что там с башенки. Потому что нам-то надо клик на башню, если произошел. Допустим, мы хотим ее удалить, мы кликнули там, правой левой кнопкой. У нас появляется менюшка, и там либо удалить башенку, либо там апгрейднуть ее во что-то, либо наоборот даунгрейд сделать. Допустим, мы захотели вообще башенку как-то... Ну, короче, у нас разветвления должны будут идти в башенках. Или не, подожди, не, никаких разветвлений, там другая. Я же по-другому хотел. Ну, в общем, неважно. Там улучшения будут и потом апгрейд. То есть не просто клик и апгрейд, а мы клик-клик-клик. Допустим, прокликали 5 раз, увеличили скорость атаки на какой-то процент, потом прокликали урон ее увеличили, потом шанс резиста ее увеличили, она бац, следующий уровень, и вот когда мы докликали следующий уровень, мы выбираем, в какую она там, условно, какой бонус получит. Я не знаю, что такое бонус. Ну, типа, как он будет реализован, но тем не менее, это супер далеко забежали. Так вот, единственный минус, который я вижу, и мне он не нравится, из-за чего меня это останавливает, делать эту сетку, хотя мне придется ее в любом случае делать именно вот таким вот образом, это то, что как я их буду коннектить друг с дружкой. То есть буквально, вот у нас есть куб. Вот у нас есть куб. Куб. Где куб? Я сказал, у нас есть куб. Вот куб. Есть вот. Представим, что это наша сетка. Вот. Он идеально подходит под вот эту вот штуку. Все, я выставил первый куб. Я выставил первый куб. Все, это наша сетка. Я ставлю второй куб. И это мне вот нужно вот такой вот штукой позаниматься будет. Вот такая вот штучка должна будет быть. Ну, понятно, что это вот так вот происходит. То есть вот такая вот штучка будет. Выставить вот это вот все ручками. Вот это вот каждый кубик подоставать. И поставить. Это же звездец. Разве нет? Или разве да? Вот в этом я вижу проблему. Потому я предлагаю сделать актор куб, который сам их расставит. Что значит сам их расставить? Нам надо, чтобы вот он расставил их только по вот этой части. Вот он. Вот только по вот этой. А если я ее сдвину левее, то что произойдет? Вот я ее сдвину на пару этих левее. Так-то я все выделил и сдвинул. Понимаешь, и этих акторов, и сам уровень, я его сдвинул. Все. Или я, допустим, захотел, кусочек удалил где-то. То есть, вроде визуально там можно что-то поставить, но мы туда елку поставили. Теперь там нельзя ничего. Как вот он у тебя считать будет? Как он? Все равно триггеры надо какие-то расставлять. То есть, что, стрелки тут будут, эти вот компоненты стрелочки расставлять или что? Вот не пойдет дело. Они-то даже не липнут друг к дружке, понимаешь, в чем прикол? То есть буквально по координатам расставлять, это жесть. Это жесть. И где-то, если ты вот так друг в дружке, то произойдет беда. А нам беда не нужна. Надо будет сделать их взаимодействие. Каждому кубу задаешь его игрока. Он будет проверять на пересекаемость с другими кубами своего игрока. А когда передвинешь его, он все заново рассчитает, как навмеши. Сделать их взаимодействие каждому кубу задать его. Не, ну это понятно, что он будет задаваться.
Своего... Нет, ты не понял. Ты мне говоришь, что делать после того, как я их уже расставил. После чего делать после того, как я их уже расставил, я знаю. Я спрашиваю вопрос в другом. Что мне не нравится, что это кубики дрочить надо по всему уровню, понимаешь? Это то как раз таки то, что я прям обожаю. Это вот это вот это вот дрочить надо будет, понимаешь? И оно же одинаковое будет. Ну ладно, можно задать им, чтобы они в редакторе там на... Как там, преконстракт или что там есть у этих... У акторов, чтобы они там разный цвет какой-то делали, да, то есть мы когда их двигали, они там цвет меняли, будет радуга такая. Чтобы хоть как-то понимать, что и как происходит визуально, или там сделать их чуть прозрачнее, чтобы что-то это, или как-то им рамки какие-то дать, я не знаю, то есть как-то, чтобы они выделялись. Тут к человеку материалу надо обратиться, который в материалах шарит, я даже знаю кого. Материал такой, который вот это вот все, то есть условно там какая-нибудь прозрачность была и рамочки. Так я говорю о том, что надо будет поставить на игрока больших 1-2 куба, который сам расставит внутри себя маленькие кубы. Так а на чем он будет ставить? Откуда он знает, на чем ему ставить эти маленькие кубы? Вопрос. Откуда он знает, что вот тут вот, допустим, вот тут вот, на вот этой поверхности можно поставить, вот, на вот этой всей, где вверху. Но, кроме вот этого вот тут нельзя ставить, вот тут нельзя, вот тут нельзя, все, вот тут запрещено. Вот тут. Вот это в P-шечка, вот она P. Вот тут запрещено, все, тут нельзя ставить. Вот откуда он узнает, что я вот выделил вот этот куб, хорошо, я все это выделил, вот там нельзя, а там кусочек тоже нельзя, и вот там вот кусочек тоже нельзя. Вот как вот он поймет, что вот этот самый... А ты просто укоротишь его. Это ты мыслишь очень узко, потому что ты мыслишь из разряда того, что вот здесь вот просто его короче сделать и все, да. Но возьми, где у тебя он по кругу идет, где у тебя вот этот спаун находится в центре. И нельзя вот именно вот в центре, вот этом, вот именно в этом центре вокруг спауна нельзя ставить. А вот чуть дальше можно. Поставишь несколько таких больших кубов. Вот дальше чуть нельзя ставить, а вот тут можно. У тебя дырка получается. И ты предлагаешь просто эту дырку вот этими миллионами кубов вот этими как-то обстроить. Хорошо, а выше, ниже? А если там пенечек какой-то стоит? А или еще что-то? Или сделай еще куб, который ограничивает другие кубы. Ну, тогда не кубы делать, а вот эти вот волюмбоксы. Через них работать. Создать просто волюмбокс. Наследоваться от него, создать, нарисовать свой и все. Так ты мне все равно не объяснил. Хорошо, слева-справа мы определили, сверху-снизу. Как он будет определять? Тоже мне еще и сверху-снизу штуку ставить? Хорошо. Ты мне не объяснил, как он лево-право будет определять. Вот, хорошо. Что будет происходить, если я на 2 пикселя... не на 2 пикселя, на 2... Волюмбокс для меня кто и есть куб. Хорошо, если я вот это все сдвинул левее или правее, что будет происходить? Он тебе где их нарисует? Как он поймет, сдвинуто оно или не сдвинуто? А зачем тебе снизу ставить? Просто выше поставь его. Слева, справа. О, хорошо, вот он сейчас ты мне сейчас предлагаешь то же самое, что вот у меня есть. То есть башенка вот ставится. Вот она ставится по вот этой сетке. Но дело в том, что если я сдвину сейчас саму локацию, сетка-то у меня останется на том же месте расчеты. Как твой метод собирается определять лево-право? Вот лево-право. Вот я сдвинул левее. Он тоже их сдвинет левее. Он будет ориентироваться на свои координаты. Двигай его со всей картой. Двигай его со всей картой. Двигай его со всей картой. Так, выше-ниже ты мне объяснишь, как он будет расставлять? Когда дырка, как он будет расставлять? То есть это сделать миллион расчетов? Не, я не о том, что это невозможно. Я сейчас не об этом. Может, ты сейчас воспринял, что это невозможно? Я сейчас о том, что это что-то как-то сильно геморно. Какая дырка? Он должен проверять на наличие поверхности. Вот, на наличие поверхности. Но вот на этой поверхности не должно быть. Вот там запрещено, там нельзя строить. Наличие. Вот там нельзя строить. Мне рисовать вот этим волюмбоксом там дырку? Представляешь, что это будет? Какой-то трэш будет происходить.
в волюмах боксах. То есть это миллион волюмов боксов, где у тебя дырка не дырка. Но вот ты нарисовал бокс, хорошо, смотри, в чем прикол. Ему там вот тут вот внутри не надо строить эту штуку. И вот тут слева не надо строить эту штуку. Я тебе самый легкий вариант предлагаю. Да нет. Это... Ты мне еще не объяснил, как вот он будет слева-справа. Это дырки мне рисовать вот тут вот? Вот у тебя есть левая и правая. Вот тебе нужно, чтобы вот тут стояли башни. Вот тут не стояла башня. То есть ты ее хорошо поднимаешь, эту штуку. Здорово. Но это при учете, если у тебя уровень не вот такой вот. То есть они не ходят вот так вот. Мопцы. То есть нет низин, нет вершин, то есть нет перепадов никаких. Если есть перепады, то тебе вот этот волюм-бокс надо вырисовать относительно всего, ставить миллион дырок, миллион этих самых, то есть у тебя весь волюм-бокс будет в дырках, не в дырках, короче, это ужасная вещь. И плюс, допустим, предположим, что вот тут вот я посередине не хочу, чтобы стояло что-то. Там будет пенек стоять. Там нельзя башню ставить, там пенечек стоит. Значит, волюм-бокс тоже должен учитывать вращение себя. Миллион расчетов, миллион расчетов. И ничего не видно визуально, где у тебя боксы расположены. Мечта геймдизайнера, непонятно, где какой бокс расположен. О чем мне делать? Хорошо, хорошо, давай подумаем о масштабировании. Давай подумаем про масштабирование. Я захотел где-то сделать дырку. Мне опять вот этот волюм-бокс рисовать вместо того, чтобы удалить Вспоминай просто. годы, проведенные в Фисмате. Молодец. Сделай визуально, чтоб видно было. Не, то, что ты предлагаешь, это конечно, по-программистски, да, но этим управлять неудобно. Причем время, затраченное на расстановку вот этих вот боксов, мне кажется, будет то же самое, что, ну, боксов, когда ты именно вот эти вот, как я показывал, кубики расставляешь. А ты хотел игру за 2 клика? Ты блупринтер. Ты сейчас о чем? Время, затраченное, короче, на расставление вот этих кубов, вот таких вот кубов, и рисование этого, я думаю, будет не намного отличаться. Но на Begin Play, конечно, там будет просто жесть. У тебя загрузка будет просто бешеная. Ему нужно на Begin Play посчитать для каждого игрока эту штуку, посчитать и отспавнить это количество акторов. Но отспавнить оно и так ему хорошо надо отспавнить, мы не считаем. Но перед этим добавятся расчеты. Зато твои кубы переставлять дольше, если будешь менять карту. Если ты будешь менять карту, тебе все равно вот эти дырки рисовать. Ты понимаешь, в чем прикол? Тебе же вот эти волюм-боксы все равно рисовать. Кубы тебе не надо, тебе их заново надо ставить, если у тебя карта меняется. И ты их ставишь четко где надо. Хорошо. А как ему вот опять же, ну вот, смотри, вот если появляется где-то дырка, или ты, допустим, сделаешь шире его, делаешь уже его, то тебе нужно весь волюм-бокс аккуратненько менять уже шире. То есть ты его не особо... Это очень, очень сложно в контроле именно. Вот понимаешь, в чем прикол? То есть именно в контроле вот здесь, в редакторе. Понимаешь, что такое поменять этот самый? Вот я захотел сделать вот этот вот шире, но чтобы не поменялся он. Допустим, я вот там где-то там дорисовал что-то или еще что-то сделал. Но мне там не надо, чтобы там ничего спавнилось. Мне там дырку надо рисовать. Вот там не было, он не спамнил ее, хорошо. А теперь там он этот сам. Мне надо дырку там рисовать. Мне открывать этот волюм. Вместо того, чтобы я просто взял, вытянул, точнее, если там не надо ничего, то я ничего просто не ставлю. Вот и все. Просто новый этот добавился и все. Просто нет его. А там либо дырку рисовать, либо подтягивать его с другой стороны, либо следить. Это все в волюм-боксах, которые одни за дырки отвечают, другие отвечают за то, что будет спавниться. И это огромная, ну, нагрузка, это же огромные просчеты ему надо сделать. Ну, относительно того, что тут вообще ничего не надо делать. Не, этот вариант мне не нравится. И нет, такое я делать не буду. Дорисуешь туда волюм-бокс, который динает расстановку. Ну вот. А в том случае, вот в таком вот случае, там ничего не надо. Единственный момент, что меня раздражает вот в таком случае, это то, что надо... Это тупо неудобно.
их не видно, где они. Это надо очень аккуратно расставлять. И, короче. Короче, надо найти материал какой-то, чтобы было удобно, который будет плюс-минус прозрачный. И с окантовочкой вот такой вот. Для всех их. Чтобы понимать, где там друг в друге, они не друг в друге. И тогда можно расставлять. Проставляли здесь. Все, они есть. И акторы выполняют свою цель. Просто меняешь opacity у любого материала. Да, но тут же прикол в том, что мне окантовочка нужна. Я не помню, как это делается. Ну-ка, сейчас вот этот материал давай. Base Shape Material. Opacity, я не вижу, я слепой. Потому что он скрыт. Promote to параметр opacity. Он же не стал прозрачным. Что он там, он скрыт. Надо сливать на translucent поставить. Сливать на Translucent. Это вот тут, да, по-моему, где-то. Давай лучше я свой материал сейчас шлепну. Этот, нет, ничего не надо. Сохранять. Я свой материал сейчас. Давай, Ctrl-C. То мы сейчас в engine находимся. Вот тут. Materials. Сюда вот шлепнем. Шейдинг модул вроде. Да, вроде сейчас. Так, шейдинг модул вроде. Ох, эту штучку взял. Ну, пусть будет. Что ты там говорил? Надо транслюсент. Тут есть только один транслюсент. Это тин. Но он мне все сломает. Вот. Blend mode на translucent оказывается. Subsurface. Subsurface, вот. Opacity дает. Или ничего не дает, подожди. Не стали прозрачные, нет? Прозрачность идеальная. Surface. Skin какой-то. Это не О. Это не его, понял. Я сейчас по всем пройдусь. Так и не тут надо это делать, или что? Hair. Close, ну понятно. Eye, single layer water. Нет, не то, все не то. А что? Верни шейдинг на дефолт лид. Вернул. Вернул, я вернул. Blend mode. Blend mode. Blend mode. Translucent. Translucent. Поставил. О, так, мы что-то новое выучили сегодня. Это мы успешные ребята. Так, есть. А как окантовочку делать? Давай. Мне надо, чтобы он по краям прошелся. Вот, вот это уже ближе к истине. Вот, оно вот. Теперь мне надо, как вот эта вот окантовочка желтая. Только чтобы он постоянно был по ней, короче, своя окантовочка была. Красная какая-нибудь. А окантовку делать это другой уровень мастерства нужен. Ну все. Ну почему ты не прокачался для этого самого, чтобы хорошо было? Ой.
лишняя L-очка. L лишний был убран. О, теперь удобнее. Ну, только окантовочка нужна. Есть костыльный способ сделать окантовку по-быстрому, но это надо моделить куб. А, ну вот, кстати, есть моделить... Не, никаких моделить куб. Мы сейчас у ГПТ спросим. Я не знаю, ГПТ поймет, нет. Окантовку Outline для меша куба можно сделать разные способы. Зависит от того, какой именно эффект ты хочешь. Она чаще всего использует постпроцесс Outline или Material Outline Mesh Best. Постпроцессный. Через кастом включи Render Custom Deep. Set Custom в материале процесса используй Syntax Texture. Подожди. А там была, да, какая-то штука. Есть у него Outline что-то. А ну-ка, Outline. Вот. Нет, это не то. Есть тут вот. Output и output. Нет, короче, способы в самом материале mesh. Вот. Дублируй геометрию куба. В материале включаешь two-sided и делаешь world position offset с нормальными наружу. Для этого дубликат mesh ставишь черный или цветной материал. В итоге куб как бы имеет вторую оболочку, чуть больше по размеру, выглядит как обводка. Чё? В материале включаешь two-sided. Two-sided включил. Делаешь world position offset с нормальными наружу. Это как? World position offset. World position on offset. Очень непонятно, очень интересно. А, ну стало все понятно, да. Может, просто замоделишь каркас куба? Не-не-не. Я понял Он тебя. самый главный на offset. Самое главное, offset. Offset. Вот этот align mesh to camera, вот это вот что ли? Ух ты, какая-то штука появилась внутри. Все, сейчас будет пояснительная бригада, да? Rotate нормально. Куда нормально? Преснель. Ну-ка, FRS. Что ты понял? Это не костыльный способ. О котором я ранее говорил. Не, я понял, о чем Вон ты. Мисел в той Наде. Вон в той ноде. Что в той ноде? Ну вот, F, и что мне здесь делать? Куда мне? Вот это что ли сюда ввести, что ли? Ну, перевел. Ну вот он стал радугой. Может даже и хорошо. Я понял, что ты предлагаешь просто создать каркас. То есть у тебя трубочка, куб такой в виде трубочек условных, и все. Там World Position Offset. RGB. World Position Offset. Подожди, RGB, что RGB? Ну, я перевел сюда. А, вот, World Position Offset. Хорошо, сюда перевели. Хорошо, есть. Допустим, дальше что? Мне радуга больше понравилась. Так, это вернем на место. Хорошо, мы перевели World Position Offset. Сделали. Дальше что? Я в материалах, где, ну, вообще никакой. Это самое, так что. Надо тут креписька. Креписька называется. Креписька, товарищ.
Ну, стало, я не знаю, что сказать. Мне нравился вариант с этим, с радугой. С радугой мне больше вариант понравился. Это они дрочатся, они такие прикольные, радуга такая. Материалы это отдельный геморрой, тут чисто месс. Какой месс? Месс бывает разный. Короче, материалы это кайфовая история, я их обожаю. Я прям кайфую от них. Я прям кайфую. Ну, короче, гайды надо посмотреть, как делать эту обводку. Сделать обводочку, и будет хорошо. Они вот это еще дрочкой не занимались. Тоже было бы хорошо. Косинусы, синусы и т.д. и т.п. Ну, это кайфовая история. Косинусы, синусы, т.д. и т.п. мы обожаем. О, все, и подвинули. Ну да, и подвинули, как нам надо, по своей сетке. Ну, плюс-минус понятно, что он становится белее, когда заходит. Можешь подглянешь, как эта обводочка устроена у Level Streaming Volume. А там разве материал? Там мат какой-то используется. Там же не материал, это у них по коду как-то. А мне... Не знаю, что там, но можно в КПП заглянуть. Не, ну в КПП понятно, что можно заглянуть. Хотя, в принципе, и так нормально, но плюс-минус понятно. Дрочится, конечно, вот это раздражает. Но это дрочится, потому что он на этот, с этим конфликтует, с низом. Без вопросов, там, чуть поднять его на 0,00001, и все будет хорошо. Ну вот, все есть. Поздравляю, вот так вот будет выглядеть все у нас. Бери тусайдед, чтобы не дрочился. Давай уберем тусайдед. Из-за него... А, да, из-за него отлично, еще и минус дрочка. Убери two-sided, чтоб не дрочился. Все, еще и минус... Не, ну он дальше дрочится, но не так. Ну все отлично. Минус дрочка еще дополнительно. Ну так уже получше, так хоть понятно, что он там зашел, не зашел. То есть вот это вот четко понятно, что тут что-то не то. Вот он как-то сильно белый. Хотя вот с этим было бы вообще идеально понятно. Потому что если вот так вот выделить, вот мы понимаем, что вот начинается вот такая... Ну, это тут начинается. Там будет видно, что какая-то... Короче. Думаю, вы понимаете, о чем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Плюс сколько кубов надо расставить? Ну сколько башенок? Ну 50 это от силы. 50 кубов, в принципе, это не такая большая проблема. Ну потому что для второго мы просто его сдублировали и все, саму локацию. Нам не надо его переставлять, заставлять, обставлять и прочее. А акторов мы можем в этот засунуть, в группу? Или ничего подобного? Или это запрещено? А, так это не запрещено. Вот в группу засунули, и все, и жизнь прекрасна.
Двигай как хочешь. А поч не растягиваешь. Или новый не замоделишь. Это же как струсить. Я бы на твоей нынешней карте расставил 4 куба, которые сами бы все рассчитали. Я тебе уже объяснил проблемы, Дендеракл, с которыми ты столкнешься, как минимум. Почему не растягиваю? Кого не растягиваю? Или кого не замоделишь? Кого не растягиваешь или кого не замоделишь? Кого, куб? Зачем мне куб моделить? Задаванием параметров можно многое решить. Делай, а то я вне контекста, ток пришел. Я не понял, типа, растягивай кого-то. Кого-то Можно даже растянуть указать надо, кого-то максимальное сделать. количество рядом столбцов. Максимальное количество рядом с... Это понятно, что можно, но я тебе говорю, что в этой динамике у тебя кучу дырок надо будет делать. А зачем кубы в ряд ставить? Это просто тесты в плане того, что я думаю, как я сетку сейчас буду делать. Я просто решил, что споты для башенок будет, короче, с помощью вот этого. То есть я на карте расставлю место, где может башенка стоять, а где она не может стоять. И мы когда кликаем на это место, то есть у него же записано, то есть в нем башня есть или не есть, и как бы происходит в зависимости от этого всякие разные вещи. А Ну, и зачем вот дырки, это. если куб сам будет смотреть на коллизии и не ставит туда для пропасть? Но это там, если где здесь пропасть, а если где нет пропасти. Вот я хочу, чтобы там была дырка. Дырка не в плане этого самого, чтобы нельзя было башню ставить. По каким-то причинам. Неважно, что там будет. Там черная земля. Ты сейчас скажешь, на черную землю придумать. Там другая зеленая будет. Я понимаю, что это можно одинаково тагом условным пометить. Но вот представь, что там зеленая. Тебе опять идти вот это вот доделывать. Дырки всякие ставить и прочее. Фу, гадость. Фу-фу-фу. Ставишь ту невидимый куб. Туда. Ну вот эти вот дырки. Ну вот эта дырка, о которой я говорю, это вот этот вот volume box, который, ну, говорит о том, что там дырка. И у тебя все вот в этих кубах усеяно будет. Там, где нужна дырка, там, где не нужна дырка. Не. Не нравится мне такой этот самый подход. Так вот, о чем я говорил, о том, что вот эти кубы просто в материале как тесты в плане того, что посмотреть, как их расставлять. Нужно сделать так, чтобы удобно их было расставлять. То есть, кстати, подожди, если мы сделали материал, мы же можем зайти сейчас и опасить здесь поменять и самое. У тебя там миллион дырок на КВ-метр будет, что ли? Да. 0,5, подожди, 0,5 мало, 0,7 давай. Не помню, они меня... Ну да, они встали этот. Короче, материал думал, как сделать вот эти статик меш. Понятно, что их потом опасти какой-нибудь нулевой дать. У них нет коллизии, но они должны триггерить на нажатие. То есть существует коллизия только у них на нажатие. Все остальные просто игнорят. То есть у башен нет коллизий. Не будет коллизии, и все остальное не будет коллизии, чтобы мы понимали четко, что мы нажали именно на вот эту вот ячейку. Все. И все. А чем будут объяснять дырки? Допустим, ты поставил дерево. У дерева будет коллизия, которая будет мешать ставить на себя башню. Потому игрок наймет лесоруба и спилит дерево. Окей.
Рубы спилить дерево. Это, конечно, круто. Что я уже наигрался с этими валюмбоксами. Я знаю, о чем идет речь, что как их рисовать, вот это туда-сюда дырки делать. Мне не понравилось. Я не хочу. Так что прекращай баловаться. Пытаться меня перетянуть на темную сторону валюмбоксов. Ясно? А Поч не хочешь все на одной поверхности? Зачем башню ставить на стену? Не обязательно на стену. Можно и на одной поверхности. Эта стена, это просто здесь стена. Просто так получилось. Ну, просто так вот, чисто визуально, чтобы было. Ну, и плюс еще, чтобы... Потому что сейчас на сетке, сейчас она рассчитывает именно... короче, для расчетов сейчас надо, чтобы не ставить, нельзя было поперек поставить. А вот с такой сеткой, которую я сейчас делаю, да, ну, этот вообще не нужен. Тогда круто. Надеюсь, будет не на стенах просто. Не, стены, то это самое. Так получилось. Не, на стенах будет. Оно, ну как, вот тут-то оно все красиво, понимаешь, а на деле оно будет все всрато. Но идея же такова, чтобы оно все менялось. То есть где-то у тебя подъем идет, где-то у тебя там стена, где-то опускается, там у тебя там тропинка какая-то, где-то у тебя еще что-то. То есть где-то стена, где-то не стена, где-то низина там какая-то. Ну, короче, вот это вот все. То есть где-то мобы, наоборот, вниз заходят, а у тебя по бокам именно ты ставишь его. То есть ты как бы вроде, у тебя уровень башенок не меняется, но мобы идут вниз. То есть получается как бы вроде и наверху. То есть, ну, такие вот штучки-дрючки. Как бы, вот. Поэтому стена-то стена, но не стена. Да, в общем, вот это вот мне нравится, потому что, во-первых, это наглядно. Единственное, мне не нравится это расставлять. Вот единственное, что мне не нравится это расставлять Чинисау тем, что Дендеракл расписывает, но это также и нивелируется тем, что все равно эти боксы надо рисовать и расставлять. То есть как бы расставлять никуда не девается, а наглядность исчезает. Потому что тебе четко непонятно, где именно будет он стоять, где именно будет бокс стоять. Если тебе один бокс надо чуть-чуть левее подвинуть, а другой правее, это все работает, если только они... Вот еще, кстати, Дендеракл по этому поводу. Расчеты работают только если они вместе стоят. А если я захочу вот так вот сделать? Ну вот так вот. Предположим. Как ты это считать будешь? Вот это вот. Вот это вот. А мопцы идут вот с этой стороны. Вот. И тут мопцы идут. Как ты вот это вот будешь считать? Ну, а тут понятно, тут свои. Тут тоже свои параметры. Вот. А тут деревья какие-то, камушки наставлены. Вот, и я хочу вот так вот. А потом я засмотрю, наглядно вот так вот присматриваюсь и понимаю, что я хочу камушек сдвинуть чуть поближе, и вот этот так вот беру и двигаю. Что мне в твоем случае Некоторые делают сплайн, и моб бегает по координатам сплайна. Не, то, что по координатам мобы именно бегают, это понятно. Я сейчас про вот этот. Да легко, просто кубы будут ориентироваться на свои координаты, которые будут находиться в одном из ребер. Ты мне объясни. Ты же должен объяснить, как именно вот так вот поставить кубы и расставить. И я еще раз тебе говорю, вот. Товарищ дизайнер, ну, в данном случае это я, захотел вот тут камушек. Представим, что вот тут камушек становится, да? Я хотел его сдвинуть левее. Я беру вот здесь, оп, и двигаю этот левее. Что ты будешь делать в этом случае? Тебе же нужно тогда что-то рисовать, то есть все равно что-то расставлять. Поставишь Only-эдиторскую стрелку, а сам кубы можешь вращать как хочешь. Вот, расставлять стрелки. Не расставлять кубы, а расставлять стрелки, расставлять вот эти вот волюм-боксы, писать код, который будет все это просчитывать, потом расставлять относительно этих стрелок. Короче, ты просто геморрой мне предлагаешь. Ты мне не предлагаешь облегчение, ты мне предлагаешь геморрой. Стрелка и так будет в акторе куба. Но она-то не существует на момент в редакторе. Вот в самом редакторе визуально. Вот визуально как мне понять? Я передвинул камушек,
или я передвинул листочек, или я передвинул, я не знаю, еще что-нибудь. И мне надо башенку сдвинуть на пару юнитов вверх, вниз, вверх, вниз, выше, ниже. Я там поднял что-то, еще что-то. Что мне делать? Что? Как вот описать по твоему коду? Что мне, залазить в код и менять код? Есть еще подвинуть идея. одну? Все идеи Голосую за сплайн, пригодится для ТД-топчик. за сплайн. Ну так, а за сплайн что? Подожди. Это как один про одно, второй про другое. Denderacle про то, чтобы вообще вот эти кубы, они генерировались с помощью кто кода, будет а не создавать сам компоненты расставлять. Кубы, которые будут определять позиции башни. Актор будет создавать компонент кубы, которые будут определять позиции башни, а компонент А можно двигать. компоненты можешь двигать как хочешь. Если мне предлагаешь одного актора, в котором будет миллион вот этих, так это неудобно работать с этим. Не это самое. Прекращай баловаться. Это на сцене с этим неудобно, с этими компонентами работать. А Кимилкес говорит о том, что надо надо, как мобы ходят. Один говорит про кубы, а другой про мобы. Скорми все ГПТ, пускай он рассудит. ГПТ сейчас рассказывает. Мне ж не надо как этот, мне надо как мне удобнее. Откуда он знает, как мне Зато удобнее? двинул актор, подвинулись все кубы, перерасчитав свои позиции, учтя коллизии карты. Что значит учтя? Вот опять, ты мне предлагаешь... Короче, ты мне предлагаешь делать то же самое и сверху код добавить. Дополнительный, который делает расчеты и который отспавнивает это все. То есть ты мне предлагаешь сделать больше. Ну, секунду. Который сам рассчитает, что надо. Зато сможешь сделать редактор карт, где игроки сами будут делать контент. А со сплайном ты выставил, как им идти, и они идут вверх-вниз, влево-вправо, в землю. И геймдизайнер скажет. Аминь, брат. Один про башенки, другой про мобов. Про этот самый, то, что выставил, куда идти, сплайн, этот, да. Но я с ним не работал, я без понятия, как это, какие-то там моды, аддоны. Я бы просто точки им дал. Точки, понял, да? Точки, типа, мол, от одной до второй иди, и он по прямой, типа, ходит, и все. Но это, типа, порнография. Ну, у нас же тут нет сплайн, или есть сплиния? Сплайн Mesh Actor есть. И что это такое? Что это такое? И как с ним работать? А ну давай пояснить. Уже встроено. Давай пояснительную бригаду, как с ним работать. Быстренько. Ну мы сейчас под конец, потому что меня тут что-то хотят, походу. Чё, как, есть? Быстрый гайд. Нажми там Ctrl-Shift-Z-JKLM F1 и все работает. Я не знаю, поэтому и байчу. То есть ты захотел гайд. Получается так? Получается так. Получается, это ты захотел гайд. Ну а что я зря тут сижу? Резонно. Зачем мне смотреть на то, что я уже знаю? Резонно. Вопросов нет. Ух ты, а вы знали, что пробел переключает эти по очереди? Что я QVE использовал всегда. Точнее, VER. EVR, а Q вообще ничего не дает. Типа он отключает это. А пробел просто по очереди переключает их. Прикольно. Прикольно. А знал, но забыл.
Инструмент для построения кривых в редакторе, дороги, реки, пути движения и так далее. Вот пошагово. Да ты тоже каждый раз узнаешь, но забываешь. Да, ну, бывает. Да не, это и не было такого. Добавь, так, в Place Actor добавь Spline. В Vue он называется Spline или Spline Component внутри акторов. Можно также создать свой актор, добавить в него Use Spline Actor и работать через... Выбираешь Spline, появятся точки Spline Points. Он через актора говорит. Хорошо, давай создадим актора сейчас. Давай сейчас вроде еще пока. И на следующем стриме опять Ёп. случайно нажмешь пробел и по новой. О, а вы знали. Да, ну... ну, хорошо. А, у меня есть папочка тест. Вот давай сюда засунем этот, вот это удалим. Кстати, может быть это... О, тихо, там что-то было, подожди. О, там что-то было. Где сплайн? Еще раз. Сплиня. Сплайн Mesh Actor. Там что-то было. О! Что мне это дает? Ой. Ничего мне это не дает, ничего не понятно. Давай через актора, как ГПТ сказал. BP, актор, BP сплиня. BP сплине. Add spline nav modifier used to assign clone nav area to the nav mesh in the это еще не то, что нам надо или нет? Spline modifier. 3. 3, что 3? 3, что 3? Хорошо, есть, вот он и что. Сплиня. Вот этот. Там третий был правильный. Ну, вот этот. Ну, я нав повелся, поэтому. Да ёпт. Секунду. Spline. Вот он. Select all splines points. Select этот. А как следующую добавить? Так, ну это... Хорошо. Выбираем сплайн. Появятся точки spline points. Alt LKM на сегменты добавить новую точку. Alt добавил и что? А, на этом. Да, ну да. На сегменте. Подожди, стой. Давай, Alt добавить. Ничего не добавилось. Если добавить новые точки. Перетаскиваем точки, изменяет форму кривой. А, вот, через Alt. Просто Alt Интересная вытаскивание. штука. А новые компоненты так создавать можно. Ну, ты точки, наверное, по точкам вот этим вот. Поэтому, да, можно. Но ты же, я же говорю, это неудобно там разбираться с этим. Ага, вот они, вот они. А может быть и удобно. Слушай, ну вот этот момент решает. Вот этот момент решает вот эту вот фигню, то, что кубы не надо расставлять. Но смотри, в чем прикол. Если кубы не надо расставлять, мы же не знаем, ну как, мы визуально не Думаю, видим. В методы post change property все легко реализовать будет. Смотри, в чем смысл. Мы... Все тогда юзают сплайна. Но это куда мобов двигаться. То есть ты ж мобов как бы двигаешь. Подожди. Подожди. А я хочу его подвинуть. А вот, все. Хорошо, давай чисто теоретически предположим. Вот у нас есть, вот здесь вот стартует он. Мы выбираем ну, ёпт. Мы выбираем первый, мы двигаем его сюда. Второй. Двигаем сюда. Точки — это координаты башен будут. Нет, тебе же визуально непонятно будет, понимаешь? Можно на каждой точке спавнить место, где можно спавнить башню.
Ой. Да, можно, но я же тебе еще раз объясняю, тебе тут визуально непонятна дистанция между башнями. Тут же в том-то и прикол, чтобы у тебя было четко понятна дистанция Да, между именно башнями, это я чтобы они имел не в были виду. вот так вот. И чтобы они друг в друге не были. Вот эти вот эти. Визуально не очень понятно, как, чего и все. Ну, как бы все мы освоили сплайны. В чем проблема? Какая проблема? Все, вот, все есть. Мы их вообще, теперь мы тут асы просто все шарим за них. Слушай, ну это интересно. Интересно. И дальше ж получать, у него где-то там array, скорее всего, же есть. Вот этих точек. И просто-напросто он идет по array и все. Рисуешь свои кубы в редакторе, переопределив пост Change Property. Что мне это даст? Да ёпт. Слушайте, мы, наверное, на сегодня заканчиваем. Так, секунду. Визуально увидишь расположение башен, чтоб не пересекались. Ты имеешь в виду вот этот change делать, чтобы он постоянно тебе отрисовывал вот эти кубы? Так можно, Это да. реализовать дело 5 минут. Дело можно. Но Там смотри, у Джеки Коудстрим подрубился, пока не 170. пока не 170, это типа заканчиваем. Джеки Коудс. Все, я услышал тебя, сейчас мы туда кинем. Короче, смотри, в чем прикол. Ты вот это вот как будешь рисовать? Вот это вот тебе сплайн раз, вот этот сплайн 2. Это не... Ну ладно, тут круг можно, всегда круг можно описать. То есть он по кругу делает, но все равно сплайнов несколько. Ну посмотрим. Короче, мы завтра будем с сплайнами этими играться и подумаем, посмотрим. Короче, вот так вот, все. То есть мы делаем, значит, вот так вот рейд. Ты же мне ник правильно написал? То я слэш рейд Джеки Коудс. Все. А, сейчас посмотрю, есть там. VIP за идею. А тут разве есть? Я думаю, что мы думаем, что они так думают. Есть такое, да. Ну, сейчас посмотрим, что получится. VIP. Вспомнил ремифраз из губки Боба. Короче, давайте. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Ремикс. Discord и не только. Ссылка в описании. Пока-пока. И всем